Okay. Итак, материалы по этим учениям вы можете найти на сайте dharmarksha.org/Робина. Позже они будут пополняться. Там в том числе будет и молитва долгой жизни, и различные тексты, которые для этих учений были предназначены в качестве рекомендательного чтения. Итак, это наша последняя сессия вместе. Неделя пронеслась как сновидение. Мы много успели вместить в эту неделю. Так что можем порадоваться. И сейчас мы разберем последние два совершенства. А затем поговорим о том, каково делать вещь с бодхичиттой, как сделать ее практичной. Как сделать ее практичной. Это намного проще, чем нам кажется. И посмотрим, не успеем ли мы коснуться хотя бы смысла тантры в контексте всего пути. So the point of all of what we've been talking about so far Суть, назначение всего, что мы до сих пор обсуждали, is to realize emptiness в том, чтобы постичь пустотность on this Mahayana path, на махаянском пути, combined with bodhicitta. объединив ее с бодхичиттой. Bodhicitta on its own, not enough. Самой по себе бодхичитты недостаточно. Wisdom on its own, not enough. Самой по себе мудрости недостаточно. A bird needs two wings, wisdom and compassion. Птице нужны два крыла — мудрость и сострадание. But to get the realization of emptiness, Для получения реализации, обретения because реализации these пустотности, delusions are so primordial and ancient, чтобы обрести постижение пустотности, поскольку эти омрачения столь изначальные и it's древние, literally impossible to realize emptiness with the grosser level of mind, with conceptuality. Literally impossible. Literally impossible. постичь пустотность на грубом уровне ума в буквальном смысле невозможно. Impossible. So we need to access a subtler, non-conceptual level of our own capacity for cognition, which is your mind. И нам нужно открыть себе доступ к более тонкому уровню своей способности к постижению, то есть своего ума, не концептуальному уровню. That's right. And so that's where this technique, this amazing technique that these Hindus invented, comes in. И вот здесь используется эта техника, изумительная техника, которую некогда открыли индуисты. Техника сосредоточения. Будда бы сказал, что мы уже ее реализовывали в бесчисленных жизнях, но не использовали ее, чтобы постичь пустотность. А постижение пустотности — это просто краткое название, простое название. Для устранения из своего ума изначальной лжи о том, что есть неотъемлемое «я». It's easy for us to remove the lie that I have two cups in my left hand. That's an evident lie and one that I'm not attached to. I just made a mistake, you know. It's easy to remove that lie. Нам просто устранить ложь о том, что в моей руке две чашки. Ложь простая, и я к ней не привязан. Так что такую ложь устранить просто. You remind yourself of the meaning of one. Вы напоминаете себе о смысле того, что такое один. You remind yourself of the meaning of cup. В смысле слова чашка. You remind yourself of the meaning of my. Напоминаете себе о смысле слова «моя», and the meaning of hand. «моей» и о смысле слова «руке». This is practical information. Это практическая информация. You remind yourself of the meaning, the valid meaning of those words. Вы напоминаете себе о смысле, о достоверном смысле этих слов. Then you use your eye consciousness. Затем используете свое зрительное сознание. And then you apply this state of mind called recognition or discrimination. Применяйте состояние ума, которое называется распознаванием или развлечением. And you go,
Oops-a-daisy, there's one cup in my hand. И говорите, опачки, в моей руке одна. Oops-a-daisy, we say in English. Don't worry. Oops, there's one cup in my hand. Опачки, у меня в руке So you одна say the чашка. truth, То есть произносите истину. and that annihilates the lie, doesn't it? И это уничтожает ложь, правда же? But what's interesting, by the way, is this. Ну что, интересно, кстати говоря. Actually, what we first observe, before we observe there's one cup, what we actually observe, and this is the point now, what we actually observe first, but because this lie is not such a difficult one, it happens very quickly. То, что мы на самом деле наблюдаем, прежде чем понимаем, что у нас в руке одна чашка, поскольку эта ложь несложная, и здесь все происходит довольно быстро, What we actually observe first то, что мы на самом деле первым is the наблюдаем, absence of two cups, это отсутствие двух the чашек, emptiness of two cups. пустотность от двух чашек. Then we see the truth. И затем видим истину, One cup. одну чашку. Can you hear that? Слышите? Silence. Тишина. I'm assuming you're saying yes. Предполагаю, что вы The говорите more «да». strong the lie is, Но чем сильнее ложь, this is the point. в этом-то и суть. The more strong the wrong belief is, Чем сильнее ошибочное верование, like the 20,000 euros in your bank, как если бы вы верили, что у вас на счету 20 тысяч евро. the more you believe in the presence of those 20,000 euros. Чем больше вы верите в наличие этих 20 тысяч евро, This is obvious. что The очевидно, more shocking it is тем больше вы будете шокированы, when you see the absence of 20,000 euros. узрев отсутствие 20 тысяч евро. The extent of the shock, Степень шока, and therefore sometimes denial of the truth, а потому иногда и отрицание, желание отрицать is the extent истину, of your fantasy belief. соответствует объему ваших We know ошибочных this. убеждений. Let's say you're in love with your husband. Скажем, вы влюблены в своего мужа. Everybody but you knows he's cheating on you Все, кроме вас, знают, что он вам изменяет, because you're living in a fantasy. потому что вы живете в фантазии. And your fantasy, you project your fantasy onto the husband and you see your fantasy, not the truth. И свою фантазию вы проецируете на мужа. Вы видите фантазию, а не истину. That's what we do in samsara. Вот что мы делаем и в сансаре. And all the delusions А все омрачения have their own lies имеют собственные виды лжи, that we believe in. в которые мы верим. And this lie of inherent I И эта ложь в неотъемлемом «я» is the deepest lie. — это самая глубокая ложь. So it's the hardest to remove from the mind. И ее сложнее всего из ума устранить. But this is the point. Ну, вот в чем суть. Once we understand from all the talk we've talking about the mind and how it works and how delusions are lies, Когда на основе всех этих обсуждений об уме, о том, как он функционирует, о том, что омрачения лгут, мы понимаем and then we just, the example here, эти вещи и рассматриваем using также указанный logic of пример, dependent arising, используем логику зависимого возникновения, recognizing hand, one cup, putting it all together, распознаем одну руку, чашку и так далее, и совмещаем все это вместе, and then seeing the truth. и видим истину. And the truth is what annihilates the lie. А истина — это то, что уничтожает ложь. Then you'll understand how you can realize emptiness. В свете всего этого мы начинаем понимать, как можно постичь пустотность. Cognize directly the absence of that inherent I. Напрямую постичь отсутствие этого неотъемлемого «я». And then we'll understand И тогда мы how поймем, when that lie has been removed, как после устранения этой лжи, the lie of attachment, ложь and anger, привязанности and и гнева, jealousy, и зависти, and pride, и гордыни, and seeing things as permanent, и восприятие вещей как постоянных, crumble into dust. рассыпаются в прах. Because they're all the consequence of this root lie. Потому что все они являются последствиями коренной лжи. So you have to remove the root lie. Так что нужно устранить коренную ложь. And because it's so deep, А поскольку она так глубока, we have to go to a subtler, non-conceptual level of mind. нам нужно перейти на более тонкий, неконцептуальный уровень ума, Which can finally see it.
который the truth. который в конечном итоге эту истину и сможет узреть. Then we can't fall back. Тогда мы не сможем possible. откатиться назад, это будет невозможно. You haven't achieved liberation yet. Вы еще не достигли освобождения, Certainly haven't got enlightenment yet. вы, безусловно, не достигли еще просветления. A lot more work to do, Еще над многим нужно but you no longer can fall back into samsara. потрудиться, но Fall вы, больше, down to the lower realms. You're on the way out. но вы больше не способны откатиться в сансару, снова впасть в нищее царство. Вы на пути к выходу. So, to get this concentration, И для того, чтобы обрести это you need masses of сосредоточение, work beforehand to be ready to even get concentration. необходимо даже перед этим осуществить огромную работу, просто для того, чтобы быть готовыми к обретению сосредоточения. Even just to be ready to go to the mountains to start to do long, intensive meditation retreats in order to realize emptiness, you have to do masses of work first. Даже для того, чтобы просто уйти в горы и приступить к интенсивным ретритам по медитации для обретения постижения пустотности, сперва необходимо осуществить огромную работу. Subdue your body and speech by abiding by the laws of karma, living in vows and doing purification. Усмирить свои тело и речь, проводя свою жизнь в соответствии с законом кармы и осуществляя практику Understanding очищения. the mind well, studying it in depth and knowing your own mind, being your own therapist every day. Понять свой ум, то, как он функционирует, и каждый день выступать в качестве своего собственного психотерапевта, каждый день обуздывая свой ум. That's the practice of the morality of the first and second scopes, junior school and high school, the wisdom wing. Это практика нравственности первого и второго уровней способностей младшей школы и старшей школы старшей. Then you're ready. In other words, so this is some of the prerequisites for a person who's ready to go to the mountains to get some realizations. Тогда вы готовы. Таковы некоторые из предварительных условий, которые, в которые собирает человек, который собирается уйти в горы и медитировать для обретения реализации. Так вот, предварительные условия. You need to be dwelling in a conducive place. Вы должны жить в подходящем месте. Должны обитать в подходящем месте. It's got to be peaceful. Оно должно быть спокойным, Which means away from all the chaos of ordinary life. то есть удаленным от какого-либо хаоса If you повседневной like жизни. Geshe-la Kontrog, Если вы подобны Geshe-la Kontrog, you can be on your own. вы можете находиться в одиночестве. He didn't need food, sleep, or clothing. Он не нуждался ни в пище, ни в сне, ни в одежде. He was in charge. Он сам за все отвечал. But most people aren't that advanced, Но большинство людей не настолько продвинуты, so you need good supporters around you who can do your cooking every day, do your shopping every day, so you can be undisturbed in your concentration and meditation. так что вам нужны хорошие помощники, которые готовили бы для вас, покупали бы какие-то вещи для вас, какие-то вещи и так далее, чтобы вы могли не отвлекаться от своей медитации. Это самый лучший вариант. They say one of the really important things is not to be around like a lot of noise, even natural noises. We think the noise of water is so romantic, we think it's so lovely and peaceful. But this is a really big, strong disturbance for people trying to do concentration. Говорится, что лучше всего очень важно не находиться рядом с постоянным шумом, даже шумом природным. Мы-то думаем, что, скажем, журчание воды — это очень романтично, но для людей, которые работают над развитием сосредоточения, такой шум является сильным объектом отвлечения. Всем источником отвлечения. One time there's a place I go sometimes in Queensland when I call it an editing retreat. I take a couple of weeks, a month, and I do editing of the books, and I call it my editing retreat. And one place I go is in Queensland, in northern Australia on the coast, and it's very sunny and lovely and by the beach, and there's a little island, and then someone lends me their house overlooking the ocean in the distance, but you can see the ocean and you can hear the ocean. Есть одно местечко в Квинсленде, в Северной Австралии, куда я ухожу периодически в свои так называемые редакторские ретриты. Это когда я выкраиваю 2 недели или месяц и редактирую книги. Это место очень солнечное, очень приятное. Мне там небольшой островок, мне кто-то одалживает свой дом, и из этого дома видит океан и слышит океан. Так мои глаза видят океан, мои уши слышат океан. И мы это называем хорошим, чем-то хорошим.
I was listening, И вот я слушала как-то раз. and I could just as easily have called it the noise of a freeway in the distance. И с таким же успехом могла бы это назвать шумом пролегающего в отдалении шоссе. Not much difference. Особой разницы But if нет. we call it a freeway, Но если мы это называем шоссе, if we call it a freeway, we get very distressed. если мы говорим, что это шоссе, то очень расстраиваемся. We're suckers, aren't we? Неудачники, правда. So best to have no noise. Мы очень примитивные. Так что лучше не There's иметь people who gave Lama Zobrahmana say this 500 acres of land near Big Sur in California, way in the out of you have to kind of almost trek to get there because you can't go. There's no, it's really isolated, and it's a retreat center. Rinpoche's retreat center called Land of Calm Abiding. Нет никакого лучше, когда нет никакого шума. Какие-то люди подарили Ламе Супер Римпоче 500 акров земли рядом с Биксуром в Калифорнии. И эта территория находится так отдаленно, что чтобы туда добраться, буквально в смысле надо трекингом добираться, идти пешком, потому что никаких иных способов. Земля очень уединенная. И там находится ретритный центр, больница ретритный центр Ламе Супер Римпоче, который называется «Земля безмятежного пребывания», земля Шене. And Rinpoche said even the birds are peaceful. Римпоче говорит, там даже птицы умиротворенные. So the sound of running water is not appropriate for a person who wants to get concentration. Звук бегущей, журчащей воды не подходит человеку, который пытается развить направленное сосредоточение. Неуместен для такого человека. And it shouldn't be where there are wild animals, where there's lots of fear and things, Место не должно находиться в окружении большого количества диких зверей, где пришлось бы их бояться. But they say the greatest, the best condition to have is a place that's been blessed in the past, previously, by the presence of other meditators, holy beings. They say that's the best one. Говорится, что там самое лучшее из возможных мест — это место, которое в прошлом было благословлено присутствием других медитирующих, присутствием подлинных великих практикующих. This lovely Swiss monk who's done years and years of retreat, back in 95, in one of the first issues of Mandala magazine, about one of his retreats, an 18-month retreat at Ling in Spain. Я помню, я брала интервью у досточтимого Рене, очень милого швейцарского монаха, который очень много времени провел в ретритах. Это было в 95-м году для одного из первых номеров Мандалы. Интервью было посвящено 18-месячному ретриту, который он выполнил в центре Ling в Испании. Lama, it's been at Lama Yeshe Center, Lama Zopa Center. It was blessed by His Holiness, and he said it reminded him of Tibet. It was so beautiful and isolated, Это место Линг благословил его святейшество. Это центр Лама Йеши Лама Сопы, и его святейшество благословил это место, сказав, что оно напоминает ему, что оно напоминает ему Тибет. То есть место очень приятное. Renee? That was at the beginning. Never mind, I'm joking. So he said in this interview, he said he knew he couldn't get past the 5th of the 9 stages there. И вот в этом интервью он сказал, что он понял, что в этом месте ему не продвинуться дальше, в 5-й стадии, ему лично. 5 из 9 стадий развития безмятежного пребывания. As your mind's getting more subtle, which is what it's doing as you're doing this concentration technique. Он сказал, что даже когда твой ум становится тоньше, а именно это и происходит при занятиях этой техникой сосредоточения, the smallest external disturbance, even just like a change in the wind. Малейший внешний беспокоящий фактор, даже, скажем, изменение направления ветра, can really be very distressing for the mind. Действительно может ум очень отвлечь, очень So of course, the highest practitioners can, meditate in the freeway. They're okay. They've completed the job. Разумеется, высочайшие практикующие могут хоть на шоссе медитировать, и они тоже выполнили необходимые труды. So anyway, the interesting point was this. I was interviewing him about this retreat at Kopan Monastery. Вот что интересно было, я брала у него интервью про этот ретрит в монастыре Копан. If anyone's been there these days, they know it's a very busy place. Если кому-нибудь там доводилось бывать в последнее время, то знаете, что это место очень занятое. It's like a little town, sometimes 600 people all around that hill.
Это как маленький городок. Там иногда на этом холме до 600 человек бывает. And down 600 in человек. the valley, which used to be completely empty when they first went there in the 70s, now is like just suburbia, you know? А в долине, которая была совершенно пустой, когда монастырь только возник в 70-е годы, там теперь целый пригород. You know, the Hindus, one of their ways in the morning when they at dawn, they sing or have all their prayers. For them, they're offering it to the world, so they play it like in boom boxes. It's hugely noise. These booming prayers to Shiva and everybody, you know. Dogs barking. Индуисты, когда они включают свои молитвы по утрам, делают это как в качестве подношения миру, и поэтому как можно громче на магнитофонах включаются молитвы Шиве и так далее, очень громко звучат. Собаки лают. In the morning, in the different gompas, all the noise of all the monks doing all their chanting and everything. По утрам во всех гомпах раздается шум от того, что все разные монахи выполняются разные In the практики. evening, all the monks debating, shouting. По вечерам монахи ведут дебаты, кричат. But he said his mind could get more subtle, more easily there. Но, сказал Рене, его ум с большей легкостью приходил к более тонкому состоянию именно там. It's a holy place, that's what they say. Потому что это святое место. Так и For the говорится. Tibetans, the whole of Kathmandu Valley, which for us is this polluted dump, you know, Так, is a holy place. для тибетцев вся долина Катманду, которая для нас представляет собой грязную помойку, это святое место. So that's the key point. Это ключевой пункт. Blessed by the presence of holy beings. Благословленное присутствием святых существ. But also in general, meditators always say that the further up the mountains you go, literally the more pristine, not just the physical energy, but the spiritual energy as well. Но, кроме того, медитирующие также обобщенно говорят, что чем выше ты поднимаешься в горы, чем чище становится не только физическая энергия, но и энергия духовная. So Mary Colony, who actually the last 20 years has been Harry's partner, Harry, you know, we talked. Мэри Колони, которая последние 20 лет является спутницей, подругой Гарри, того She самого also Гарри, would которого мы meditate up there обсуждали. in Solukhumbu, in the caves up there. Также медитировала там, в горах Солукумбу, высоко в горах, Where Rimajay is from. в пещерах, в том регионе, So откуда you происходит can't понос Примадж. describe how special it is. И невозможно описать, насколько это исключительное место. So conducive for meditation. Чрезвычайно благоприятствующая медитация. Right. So, dwell in a conducive place. Итак, пребывайте в подходящем месте. Have few wants and be content. Иметь малое число желаний и быть удовлетворенными. This sounds so simple. Звучит очень просто, Oh, not at all. но это совсем не You know, просто. if you could walk away now with a little bag of, you know, well, maybe no bag. When Geshe-la Kontrok finally went up to the mountains, he turned around and left the people he was with, and he walked up the mountain with nothing. Если бы вы могли сейчас уйти с небольшой сумочкой, а может и вовсе без сумочки, потому что когда Geshe-la Kontrok отправился в свой ретрит, он просто повернулся спиной к людям, с которыми шел вместе, и удалился в город So без if you want- чего-либо. And content means whatever food you're given, you'd eat it, no problem. Малое число желаний и удовлетворенность означает, что какую бы пищу вам ни дали, вы ей довольствуетесь, не проблема. You wouldn't, no husbands, children, families, aunties, uncles, cousins, mortgages, debts, jobs, responsibilities, none of that. Никаких мужей, жен, детей, дядей, тетей, никаких ипотек, кредитов, работов, ничего из этого. And content. И вы должны быть Sounds удовлетворены. like high realizations already, doesn't it? Само по себе звучит как высокая реализация, правда же? And of course, you have pure ethics, solid grounding in morality, as we've been talking already. И, разумеется, вам необходима чистая нравственность, прочная укорененность в нравственности. Чистая этика или прочная укорененность в нравственности. So, you know, we all have lives, we have people in our lives, families and friends and work colleagues, but we know that they're the source also of all the dramas, aren't they? They're the source of the attachment, and they're the source of the jealousy, and they're the source of the struggles and the fights and the dramas and the ups and the downs. We know that. У всех нас в жизни есть какие-то люди,
родственники, друзья и так далее. И так уж все устроено, но мы знаем также, что эти люди являются источником всевозможных мелодрам, источником нашей привязанности, нашей ревности, наших ссор, взлетов, падений и тому подобного. Мы знаем, что так все и обстоит. So to get to the mountains or wherever you go to meditate, Что отправиться в горы или куда вы там отправляетесь медитировать, no interest in clothing. вам Any нужно, clothing will do, as long as it keeps you warm and вам нужно не иметь никакого интереса к одежде. Подойдет любая doesn't одежда, matter what если food не you тепло. eat. Неважно, какую пищу вам No interest in приносить. any reading or books or movies or DVDs or games or or computers or iPads or phones. Вас не интересуют никакие книги, чтения, фильмы, DVD, игры, компьютеры, айпады, телефоны. And no people in your life that depend upon you. В вашей жизни не должно быть никаких людей, которые от вас зависят. Control body, speech and mind. И вы контролируете свое тело, речь и ум. And it says in here, completely abandoning, conceptual thoughts like desire and attachment. I mean, this is so advanced, isn't it? И здесь в качестве еще одного предварительного слова упоминается полностью оставить концептуальные мысли, такие как желание и привязанность. Это очень сложно, разумеется. So pretty advanced already. Так что уже сами эти по себе условия дело довольно продвинутое. Pabonka says if you're really qualified, you can get concentration in 6 months. But that's highly qualified. Папанка Ринпоче говорит, что если вы действительно квалифицированы, вы можете развить направленность сосредоточенности за 6 месяцев. Но это относится к людям высоко квалифицированным. So, as I said, there are 9 stages. И, как я упомянул, существует 9 стадий. And they're all, unfortunately, translated differently by different translators. That's the trouble, isn't it? К сожалению, разные переводчики все по-разному переводят их названия. В этом проблема. So, with the auspiciousness of hearing of these, so to put the seeds in our mind to create the cause for us to be able to accomplish single point of concentration at some point, this life or next, let's just go through this brief commentary by Pabonka. А поскольку было бы приятно просто услышать эти вещи для того, чтобы в нашем уме остались отпечатки, и мы в конечном итоге смогли реализовать эти 9 стадий в этой жизни или жизни следующей, из этих соображений давайте кратко пройдем по комментарию Пабонки. First one. Первый пункт. Fixing the mind Фиксация ума on the object. на объекте. So the word object is used here not to refer to a physical thing only, Здесь под словом «объект» подразумеваются не только физические объекты, материальные вещи. specifically here it's referring to the thing that your concentration is going to focus on, the object of your meditation, as they say. Здесь это слово конкретно подразумевает ту вещь, на которой будет сосредотачиваться ваше внимание. Так называемый объект вашего сосредоточения. Traditionally, for the Tibetans in the Tantric, in the Vajrayana tradition, the visualization of the Buddha or your deity is the object that's the object of choice. Традиционно в свете традиции ваджраяны тибетцы используют в качестве объекта сосредоточения визуализируемый образ And Будды. this would be said to be much more powerful, meritorious, for more merit and more purification, because it's the Buddha as opposed to the breath or something. И говорится, что сам по себе этот объект приносит гораздо больше заслуги, обладает большей мощью, чем, скажем, дыхание или нечто подобное. So this is achieved by the power of studying the instruction on visualization with your teacher. И вот этот первый этап, первая стадия достигается за счет изучения наставлений по визуализации под руководством вашего учителя. So you're just evoking it at the moment. It doesn't stay, and you can't make it persist for any length of time. То есть на этой стадии вы просто вызываете объект. Он не задерживается, не становится устойчивым, нисколько не становится устойчивым. So at this point, through the power of your mind's, conceptual and analytical thinking, И на этом этапе, благодаря силе концептуального аналитического мышления вашего ума,
you're under the power of excitement. Et à ce niveau, What they call excitement. Вы способны обнаружить, что вы Okay. подверглись силе So one way возбуждения. of describing this entire process in simple terms is we're trying to get the mind to go away from the two main tendencies of the mind to either be overexcited and overconceptual and never stopping chatting. We know that one. И весь этот процесс в простых словах можно описать как стремление увести наш ум от двух противоположных склонностей, которые ему присущи. Одна склонность — это склонность к избыточной возбужденности, избыточной концептуальности, когда ум никак не перестает болтать. Нам это хорошо знакомо. bavarder intérieurement, etc. Or the other tendency, the other extreme, is to be dull and eventually even go to sleep. И от другой склонности, другой крайности, которая состоит в том, чтобы впадать в притупленность и в конечном итоге засыпать. Et d'être dans un état torpeur et même finalement de s'endormir. So the constant, and you'll hear from this, the constant thing as you're progressing along is getting the mind away from the excitement and away from the dullness and more steady, more and more steady, more and more steady until eventually there's this single pointedness. Speaking very simply. И сам этот процесс, если описывать очень просто, состоит в том, чтобы постепенно уводить ум от возбужденности и притупленности, все больше и больше отводить его от возбужденности и притупленности до тех пор, пока не возникнет мало-помалу однонаправленность в конечном итоге. Jusqu'à ce que finalement vous l'ayez stabilisé au point que vous atteigniez le calme mental. Speaking simply. Pour parler simplement. So at this point, in this first stage, you feel as if your thinking's getting more agitated, more thoughts. И на этом этапе, на первой стадии, вам кажется, что мышление ваше стало более возбужденным, что возникает больше мыслей. And we all know that. И нам всем это знакомо. Forget even concentration and meditation. Что там говорить о медитации и When we сосредоточении, start to really begin to look at our minds, когда мы просто начинаем смотреть на свои умы, the commonest thing is to think we're getting worse. самая распространенная вещь — это явление, это то, что нам кажется, что стало хуже. But as he says, we're not. Но, как он объясняет здесь автор, это не We're так. beginning to see that we've got these crazy thoughts that have been on there all the time, we just never noticed. Мы просто начинаем замечать, что нам присущи все эти безумные мысли. Они всегда там находились, просто мы их не видели. So just to give you the context, Venerable Rene, this retreat he did, he's done many since that time, who knows what he's achieved. It took him 18 months to just touch upon the fifth of the 9 stages. And that's doing this practice all day, 7 days a week, 12, 15 hours a day. So give us some context. Чтобы вы как-то видели, в каком контексте это все описывается. Когда достаточно Рене выполнял тот самый свой 18-месячный ретрит, он с тех пор выполнил много других ретритов, и кто знает, чего он достиг, но в тот раз у него ушло 18 месяцев только на то, чтобы едва ли дойти до 5-й стадии, при том, что он медитировал, занимался только этой практикой однонаправленного сосредоточения по 12-15 часов 7 дней в неделю. Это просто, чтобы у вас был контекст. Следующая стадия называется фиксация с некой продолженностью. So after meditating in this way, you're able to evoke the image and can even make it persist for a while without being distracted. После медитации в таком ключе вам удается вызвать образ и даже какое-то время его сохранять, не отвлекаясь. At this point, your conceptual thoughts are sometimes peaceful and sometimes they develop. На этом этапе ваши концептуальные мысли иногда умиротворены, а иногда развиваются. And you get some insight into what it's like Усиливаются. И у вас to be cured of conceptual thinking. возникает некое прозрение относительно того, что значит быть исцеленными от концептуального мышления. Как замечательно. But during these first 2 stages, there's a huge amount of the either excitement or the dullness. По ходу этих первых 2 стадий присутствует очень мощный объем либо возбужденности, либо притупленности. So one of the key things we're trying to do in this meditation, Один из ключевых моментов, который мы стараемся осуществить в этой using all these different parts of our mind, all functioning well, в том, чтобы использовать разные части нашего ума, из которых как следует функционировать. is as soon as, we can see the problem. As soon as you sit down, Мы видим, в чем проблема. Стоит нам сесть and calm your senses down, и успокаиваем свои чувства, we know the tendency is to go to sleep.
become this thing they call dullness, to sort of sink into this kind of dull state. Well, forget it. You go to sleep, isn't it? That's the extreme example of dullness. То, как мы знаем, склонны засыпать. Нам знакома эта самая притупленность. И вот в эту самую сонливость мы и вступаем. В сонливость здесь We also equally know you lie down and go to sleep. притупленности. Мы также знаем, что ложишься, чтобы лечь спать, There's your mind berserk for 3 hours. а твой ум неистовствует 3 часа. Nous allongeons et puis nous avons l'intention de nous endormir et puis que notre esprit va être complètement agité et fou pendant 3 heures. Excitement, dullness. Возбужденность, притупленность. So one has to watch these two like a hawk, you know. Нужно наблюдать за этими двумя вещами, подобно коршуну. As soon as the excitement comes, Стоит возникнет возбужденность, you apply the antidotes to calm the mind. как вы применяете противоядие, чтобы успокоить ум. As soon as the mind becomes dull, Как только ум становится притупленным, to apply the antidotes to get the mind to be sharp. вы используете противоядие, чтобы ум стал вернуть остроту ума. And this is why this technique has got zero to do with relaxing. И потому эта техника никакого отношения не имеет к расслаблению. As I remember Venerable Renee saying in this interview, you need intense effort. Как я помню, объяснял в этом интервью достаточно Рене, нужны очень мощные усилия. Because the mind is addicted to one or the other, isn't it? Ведь ум зависим от одной из этих двух крайностей, либо от одной, либо от другой. The third one is called patchy, patchy fixation. Fixation meaning concentration, I suppose, isn't it, roughly? Mind steady, stable. Третий этап называется частичная фиксация, прерывающаяся фиксация. Здесь фиксация может читаться с личным различием. I'll read what he says, don't worry. So this state is like a garment with patches on the material. That's what he's saying. So think about it. Что же здесь буквально говорится? Эта стадия подобна одежде, покрытой заплатками. Yeah. Though the image or the object of your meditation basically persists, Хотя образ, то есть объект вашей медитации, по сути, сохраняется, your mind gets distracted. ум отвлекается. Ум ваш отвлекается. But you're immediately aware of this and you patch up your fixation. Но вы немедленно это замечаете и как бы ставите заплатку на свою фиксацию. On the meditation object. Свою фиксацию объекта медитации. Okay. So the duration of your distraction is shorter than in the previous two states. Период вашего отвлечения меньше, чем на предыдущих двух стадиях. So at this stage you've developed what he calls literally a more powerful memory, which is that word mindfulness, which is meaning not forgetfulness. На этом этапе вы развили более мощную память, а это и есть то самое слово, которое мы обсуждали, то самое памятование или незабывание, незабывчивость. The meaning is not forgetfulness. Смысл этого термина — незабывчивость. Don't forget. Не забывать. Не забудьте. You have developed powerful not forgetfulness. И вот вы развили мощную Fifth one, незабывчивость. good fixation. Пятая стадия — хорошая фиксация. Fourth, Четвертая стадия — Now хорошая you have фиксация. developed powerful not forgetfulness. Теперь вы развили мощную незабывчивость. This already indicates how powerful. И это уже показывает, насколько... From now on, Здесь уже показано, насколько мощно. it's impossible to lose the object. Отныне невозможно потерять объект. And this state is far more forceful than the previous three. И это состояние гораздо мощнее, чем предшествующие три. Yeah, far more forceful. Force. Гораздо мощнее, сильнее. More powerful than the previous three. Гораздо сильнее, чем Just the предшествующие. same. While you're not losing the object, while you're not, when you're not forgetting the object, В то же время, хотя вы и не теряете объект, не забывайте об объекте, you have the strongest forms of dullness and excitement. вам присущи сильнейшие формы притупленности и возбужденности.
l'agitation les plus fortes, eh bien, se produisent You know, toujours. and you must apply the antidotes to these. Et il И faut приходится continuer à применить utiliser противоядие от pour этих двух être, вещей. Both the third and the fourth mental states are achieved through the power of not forgetfulness. Как третье, так и четвертое умственное состояние достигаются за счет силы незабывчивости. du non-oubli. And this not forgetfulness has reached its maturity. И эта незабывчивость дошла до своей зрелости, достигла своей зрелости. Next one's called becoming disciplined. Следующая стадия называется обретение дисциплины. Et devenir discipliné. In the fourth state, the mind is overly knotted up inside, extra sort of overly knotted up. На четвертой Kind of стадии tense, you know. ум слишком завязан в узлы, то есть слишком напряжен. L'esprit est trop noué, littéralement trop Ouais. tendu encore. So now at the fifth, Здесь, на Et пятой стадии, maintenant, au cinquième the stade, greatest danger is from, they call it subtle dullness. величайшая опасность исходит из того, что называется тонкой So now you have to develop powerful, torpeur притупленности. now you have to develop powerful vigilance. То есть здесь вам нужно взрастить мощную бдительность. You know, the way we use these words very broadly in our language, you know. I must be vigilant, I must be mindful. Мы все эти слова в своей культуре используем очень обобщенно. Мне нужно быть осознанным и пометующим, мне нужно быть бдительным. je dois être, et je Yeah. dois être, And the emphasis for us is on I, this boss inside that runs the show. И у нас упор делается на «я», в этом начальнике, где-то внутри, заправляющем всем происходящим. dans ça, They- il faut y avoir ce je et qui dirige toute l'histoire. The whole Buddhist way of talking, Буддийское, все буддийское описание, Toute la it's façon almost like they use the subject is the state of mind. Anger does this, attachment does this, jealousy thinks this, love does this, mindfulness does that. It's as if the state of mind is the one, and that's much more power on understanding all these different parts of your mind that are doing these jobs rather than I'm doing it. It's a very major difference, very big point. В буддийском описании в качестве субъекта выступают сами состояния ума. То есть гнев делает то, любовь делает то, привязанность делает это, памятование делает то и так далее. То есть в качестве деятеля выступают сами эти состояния ума. Это гораздо более мощное описание, оно в гораздо большей степени способствует пониманию всех этих процессов, чем наше обобщенное рассуждение о собственном «я». et comment ces différents états d'esprit fonctionnent, etc. So vigilance is a very specific state of mind, Так вот, бдительность — это очень конкретное состояние ума, Très spécifique, just like not forgetfulness is. в точности, как и незабывание. non-oubli. Vigilance stands on guard. Et la Бдительность стоит на страже. The difference between the fourth and the fifth is that only the fourth, has coarse dullness and excitement. Различие между четвертым и пятым состояниями состоит в том, что только на четвертом есть грубые притупленность и возбужденность. ou torpeur, mais la torpeur et l'agitation grossière ne se produisent plus au cinquième stade. So Venerable Rene said, remember, that he just touched upon this fifth one after 18 months. Так вот, как вы помните, достаточно Рене говорил, что он только коснулся этой самой пятой стадии после 18 месяцев практики. Toucher ce cinquième stade, et après 18 mois de méditation. And so this is what he said too, which is very helpful. I mean, they don't talk like that here, but it's interesting. И вот что он также сказал, что мне показалось очень полезным. В такого рода тексты, как тот, на который мы смотрим, это не говорится, но замечание And очень I'm примечательное. paraphrasing here. Это парафраз. Paraphrasé, Vénérable He said something like Он сказал что-то вроде: quelque chose du genre, that the bliss or the joy that his own mind experienced at this stage of meditation блаженство или радость, которую его собственный ум переживал на этой стадии медитации, ce stade de méditation was infinitely superior to any joy or pleasure he had ever experienced through his senses. бесконечно превосходило любые радости и удовольствия, которые он когда-либо переживал посредством своих чувств. pu faire l'expérience dans sa vie à travers les sens. And all that's doing is reinforcing Buddha's simple point А это все лишь подкрепляет, подтверждает простой тезис Будды, Cette idée du Bouddha toute simple, that the less conceptual and delusional conceptual the mind is, о том, что чем менее ум помрачен и концептуален, especially deluded conceptual, because all virtues are conceptual too, в особенности, если речь идет о помраченных концепциях, потому что эти добродетели также концептуальны. conceptuellement halluciné, huh? conceptually diluted, would that be right?
No. Conceptuality is the job of our mind in day-to-day life, and we only ever live at that level. Концептуальность — это работа нашего на повседневном уровне. И мы живем только на этом уровне, по сути. And that's what we've been talking 1,000 times. И как мы уже 1000 раз обсуждали, There are two levels of these conceptual states of mind. у этих концептуальных Three. состояний ума есть три вида. Negative, positive, neutral. Неблагие, позитивные и They're by definition all нейтральные. conceptual. Все они по определению концептуальны. They're thoughts. Это мысли. So to sit in your meditation, Вот вы сидите в своей медитации, and sit in your meditation, attempting to concentrate, пытаетесь сосредоточиться, you mightn't have any delusions. у вас, может, и нет никаких You омрачений, might not have any delusions. у вас, может быть, не проявлены никакие омрачения, But you think about love and compassion. но вы думаете о любви и сострадании. They're also conceptual. Они также концептуальны. You don't want those in this meditation. В данной медитации, медитация All сосредоточения, conceptuality. вся концептуальность. We don't want any conceptuality. Мы We're хотим, trying to get to non-conceptual. здесь нам никакая концептуальность нужна, мы пытаемся прийти к неконцептуальному. That's when the mind's blissful. Вот тогда-то ум и испытает блаженство. Naturally. Естественным образом. Naturally. Естественным образом. Sixth, Шестая. becoming peaceful. Обретение спокойствия. In the fifth state, А на пятой the стадии mind has been uplifted rather too much. Got a bit excited, you know. ум испытал слишком сильный подъем. Немножко возбудился. Впал в некое радостное возбуждение. And under these circumstances, the greatest danger is now from subtle excitement. В этих обстоятельствах величайшая угроза теперь исходит от тонкой возбужденности. So when subtle excitement arises, Когда возникает тонкая возбужденность, you develop even a more powerful form of vigilance вы развиваете еще более мощную форму in order бдительности, to detect it. чтобы эту возбужденность And you обнаружить. see that even this subtle excitement is a fault. И вы видите, что даже эта тонкая возбужденность — это ошибка. The difference between this state and the fifth Различие между этим состоянием и пятым is that subtle dullness is not the main danger here. состоит в том, что тонкая притупленность здесь не представляет собой главной опасности. And both the fifth and the sixth are achieved through the power of vigilance. Как пятая, так и шестая стадии достигаются посредством силы бдительности. And at this point, the power of vigilance has been perfected. И к этому моменту, к этому уровню, сила бдительности была доведена до совершенства. So to do all this, you've got to have clear instructions. Чтобы все это осуществлять, необходимо иметь ясные наставления. Even at the grossest level, when there's an understanding that the whole idea of this meditation is to relax and kind of space out, you know? Даже на самом грубом уровне, где вам кажется, что смысл этой медитации в том, чтобы расслабиться и впасть в прострацию, So utterly wrong. это совершенно неверное представление. It might be very pleasant, but it's not this meditation. Может быть, это вещи и очень приятные, но эта медитация к ним не относится. Many people, for example, can sit and be quite relaxed and don't get, you know, their legs don't hurt, and they can sink into a very pleasant state. Многие люди могут сесть здесь и хорошо расслабиться. Ноги у них не болят, и они погружаются в некое приятное состояние. That's dullness. Это притупленность. That's not concentration at all. Это совершенно не Spacing сосредоточение. out. А вы просто подойдете к Cause for пространству. ignorance. Это причина неведения. Cats and dogs can do that very nicely. Кошкам и собакам это очень хорошо удается. Becoming very pacified. Достижение The seventh. седьмая стадия. Достижение чрезвычайного спокойствия. At this stage, Или умиротворения. it is very difficult to develop dullness or excitement. На этой стадии очень сложно зародить притупленность или возбужденность, Because not forgetfulness and vigilance have been perfected. потому что незабывчивость и бдительность были доведены до совершенства. Now you've developed the power of perseverance. Теперь вы развили силу упорства. The difference between the sixth and the seventh?
Различие между шестым и седьмым. In the sixth, you must be very wary of the danger of falling prey to subtle dullness and excitement. Состоит в том, что на шестом этапе вам нужно очень опасаться очень опасаться падения в тонкую This is притупленность и not the case with the возбужденность. seventh. Но седьмой стадии это не касается. Now, there's no danger from subtle dullness or excitement, Теперь нет угрозы со стороны тонкой притупленности или возбужденности. but you have to keep making efforts in the techniques to abandon both of them. Но вам нужно продолжать прилагать усилия в техниках отставления обоих этих состояний. The five mental states, starting with number 3 and going up to number 7, are single-pointed concentration for the most part. 5 умственных состояний с 3 по 7 стадии — это по большей части однонаправленное сосредоточение. Becoming single-pointed, 8. 8 стадия — это однонаправленность, достижение однонаправленности. So at the beginning of your session, you apply the antidote of not forgetfulness. В начале своей сессии вы применяете противоядие And this involves a забывчивости, slight effort. и для этого требуются небольшие усилия. And then you're able to pursue the whole length of the meditation session without the slightest excitement or dullness. А затем вам удается поддерживать всю длительность, осуществлять всю продолжительность своей сессии медитации без малейших возбужденности или притупленности. And you don't have to put any effort into vigilance. И не приходится прилагать никаких усилий к бдительности. This is called uninterrupted fixation. Это называется непрерываемая фиксация. And then fixed absorption Следующая стадия — фиксированное погружение. Ваша on the object is now effortless. фиксация вами объекта теперь свободна от усилий, свободна от усилий. You spontaneously achieve this effortlessness by repeated cultivation with the familiarity with the eighth state. Вы спонтанно достигаете этой свободы от усилия. Yeah, fixed absorption. Это 9-я стадия — фиксированное погружение. Вы спонтанно достигаете этой свободы от усилий посредством повторяемого взращивания, приучения к 8-й стадии. It's called fixed absorption, and you spontaneously achieve the fixation. Now the ninth, this is the final one. You have your fixation, your focus is effortless. Ваша фиксация свободна от усилий. Это 9-я стадия. And you spontaneously achieve this by repeated cultivation of familiarity with the eighth state. И вы спонтанно достигаете этой свободы усилий за счет того, снова и снова приучаете себя к 8-й стадии. You don't need to exert the slightest effort to slip into single-pointed concentration. Не приходится прилагать ни малейших усилий для того, чтобы соскользнуть в однонаправленное сосредоточение. This state corresponds to the single-pointed mental quiescence or calm abiding of the desire realm. Это состояние соответствует однонаправленному медитативному безмятежности царства желаний. So we've got to keep remembering. Нам нужно помнить, This is mind. что это This is called ум. mind. Это называется ум. You know, it's not something mystical like spirit. Это не что-то мистическое, вроде духа. This is psychology. Это психология. But it doesn't involve the brain, way beyond the brain by now. И она здесь не вовлечен мозг. Это давно вышло за пределы And people who возможностей мозга. have accomplished this can stay like this for months, if not years. Люди, которые достигают этого состояния, могут в нем оставаться месяцами, а то и годами. And they wax lyrical about the byproducts of concentration. И Kind of praise, you know, poetically. поэтически восхваляются побочные продукты развития этого сосредоточения. See if I can find. I don't know where I'm going to find it. Lama Yeshe, I think, talks about. I've got a feeling in Bliss of Inner Fire he mentions. Лама Йеши See if I can find упоминает такие преимущества. Bliss of Inner Fire. And of course, as I'm saying, these are not posited as existing as states of mind
in our culture. Разумеется, как я говорила, эти состояния ума даже не считаются существующими в нашей культуре. В нашей культуре даже не считаются существующими. I'm sure we could say that some of the greatest yogis or saints in other religions have accomplished this somehow or have touched upon it, but I'm not sure there's any techniques that exist that, I mean, one doesn't, they'd be out there if there were. Maybe there are. To get it. Безусловно, мы можем предполагать, что величайшие йогины или святые и других традиций достигали этих стадий или касались их. Но я не знаю, есть ли техники, которые позволяют, описанные техники, которые позволяют к этому продвигаться. Возможно, существуют. Возможно, есть. Yeah. These are still totally living techniques, and people who have accomplished it are existing, who can tell us how to do this. Мы говорим здесь о живых, сохранившихся техниках. Есть люди, которые их достигли, и они способны нам объяснять, как это делается. I can't find this thing of lamas. Never mind. Не могу найти эти объяснения Лама-Йеши. So we've sowed the seeds to at least Это не важно. with the imprints in the mind, so maybe we can accomplish it in future lives, if not this life. Мы, по крайней мере, оставили отпечатки для того, чтобы, может быть, достичь этих состояний в следующей жизни, если уж и не в этой. Now you've got to ask, what's this got to do with emptiness? Нужно теперь задать вопрос, а какое же это отношение имеет к пустотности? Well, nothing. Никакого. But now basically what you've done is now you've accessed the microscope of your mind. I like to call it that. Но что вы, по сути, сделали? Вы открыли себе доступ к микроскопу своего ума. Так мне это нравится называть. So what you do is then you go to the second mode of meditation. Что же вы делаете? Вы переходите ко второму режиму медитации. And this is what's interesting about this. It is non-conceptual. И вот что здесь примечательно. Это не концептуальное состояние. But you can use it at a conceptual level. You can do subtle conceptual analysis. Сам этот микроскоп не концептуален, но вы можете использовать на концептуальном уровне. Вы можете осуществлять тонкий концептуальный анализ. To do the most unbelievably sophisticated analysis of dependent arising, for example. And because the mind is so much more sophisticated, so much more focused, it can easily trigger an insight into emptiness. Чтобы осуществлять анализ, скажем, вопросов, связанных с пустотностью, и поскольку ум стал невероятно более изощренным и сфокусированным, вы можете им воспользоваться для того, чтобы с легкостью вызвать переживание прозрения в пустотность. Прозрение в пустотность. Относительно пустотности. La vision intérieure et de la vacuité, la vue pénétrante de la vacuité. So I'll just read from Lama Tsongkhapa's Hymns of Experience. Я зачитаю отрывок из гимнов переживаний Ламы Цангкапы, чтобы вы поняли, о чем идет речь. So in order to get wisdom, we've got to have concentration. Итак, чтобы обрести мудрость, нам необходимо сосредоточение. And having just concentration, which is what the Hindus did. А если у нас есть только сосредоточение, по сути, этим ограничивались индуисты, That was like the end result. там сосредоточение рассматривается как конечный Pretty результат. tasty end result. И это, конечно, весьма смачный конечный результат, блаженство, Amazing ясновидение, qualities. изумительные качества. But for the Buddha, it's just the beginning. Но с точки зрения Будды, они лишь начало. So the way he says it, I don't see how you can cut the root of samsara with single point of concentration alone. И вот что говорит его святейшество. Не вижу способа подсечь корень циклического существования с помощью только одноправленного Nor do I сосредоточения. see how you can turn away from the delusions by examining them with wisdom alone, without calm abiding. Посечь корень сансары с помощью одного только сосредоточения. И не вижу способов успокоить омрачение, отсечь омрачение, просто рассматривая их посредством мудрости без безмятежного пребывания. Examine them with the wisdom alone, without calm abiding. Проверяя их посредством одной только мудрости без безмятежного пребывания. Therefore, the masters mount wisdom, mount like a horse, mount. И The masters mount like you mount a horse, mount. потому мастера усаживают мудрость No, I на... didn't say horse. Mount. To say the verb mount. We're going to get to the end of the sentence first.
Therefore, the masters mount wisdom. They're going to mount it on something, okay? So just, they mount wisdom. Мастера помещают мудрость поверх, сажают Cheval, мудрость what's на... cheval? Means mount. What do you say for horse? So you cheval. Oh. Wow, there you go. So you horse a horse. You mount a mount. Oh, that's nice. I like that. That's like saying, I have an eye. Во французском усадить на лошадь. Okay, so Лингвистически почти так же, как сказать, у меня есть я. Так вот, which мудрость, cuts the wisdom, which cuts all doubts about the way things exist. мудрость, которая подсекает все сомнения относительно того, как вещи существуют, And about what is to be practiced and what is to be abandoned. и мудрость относительно того, что должно практиковаться, а что нужно оставить. On the horse of calm abiding meditation. Эта мудрость усаживается на лошадь, медитация, Which медитативное trains the пребывание, mind never to wander. что тренирует ум в том, чтобы он никогда не блуждал. С тем, In чтобы this он никогда не way, блуждал. the masters expand their comprehension of emptiness, Таким образом, мастера усиливают свое постижение пустотности, which they have spent 30 years thinking about and debating upon and analyzing. над которой они 30 лет размышляли, обсуждали, вели дебаты. Expand their comprehension of emptiness with the all-encompassing wisdom that examines things according to the way they exist. Усиливает свое постижение, понимание, свое понимание пустотности, всеохватывающей мудрости, которая проверяет, видит вещи такими, все присутствующие мудрости, всеохватывающие, Not present. Encompassing. всеохватывающей All-embracing всеохватывающей мудростью, wisdom that examines things according to the way they exist. которая проверяет вещи в соответствии с тем, как они Armed существуют. thus with the sharp weapon of the logic of the middle way, devoid of extremes, Таким образом, вооружившись логикой срединного пути, свободного от крайностей, это все пишет Лама Цинкапа, devoid of extremes, свободной от крайностей, extreme of nihilism, extreme of eternalism, крайности нигилизма и крайности the two этернализма. extremes, Такая they крайность. destroy all traces of the misconception that phenomena exist truly. Они уничтожают все следы ошибочных представления о том, что явления существуют истинно, Or, подлинно inherently, или неотъемлемо, in and of themselves, сами по себе, independently of causes независимо от причин and conditions, и условий, parts, the mind, everything. частей, ума, всего остального. So okay, then next one. So every verse ends with, I, a yogi, have had the experience of doing exactly that. И каждая строфа гимнов переживания Цинкапа заканчивается фразой «Я, йогин, обрел такое переживание, получил If you такое». also seek liberation, please cultivate yourself in the same way. Если также стремишься к освобождению, также развивай себя. Прошу, также развивай себя. Having developed single-pointed concentration through calm abiding meditation, Развив однонаправленное сосредоточение посредством медитации безмятежного пребывания, and now you should direct it towards an analysis of the nature of all mental constructions, тебе следует направить ее на анализ природы всех умственных построений, by examining them with the wisdom that understands emptiness. проверяя их с помощью мудрости, что понимает пустотность. Eventually, you will develop a very firm concentration, В конечном итоге разовьешь очень устойчивое сосредоточение, focused unwaveringly upon the actual way that things exist. непоколебимо сфокусированное на подлинном способе существования явлений. Keeping in mind how admirable all efforts are Помня о том, насколько заслуживают восхищения все усилия, to establish the union of calm abiding and special insight. все усилия по установлению единения безмятежного пребывания и особого We прозрения, haven't got there yet. мы туда еще не добрались. You should first offer as many prayers and aspirations as possible to achieve it. Сперва вознеси как можно больше молитв и благоустремлений о том, чтобы этого единения достичь. I, a yogi, have had the experience of doing exactly that.
Я, йогин, получил опыт осуществления I've had the именно experience of doing этого. exactly J'ai eu that. l'expérience de faire exactement cela. If you also seek liberation, please cultivate yourself in the same way. Если также стремишься к освобождению, пожалуйста, развивайся Eh bien, именно так. cultivez ceci en vous-même de la même manière. So having achieved the union of calm abiding and special insight, Итак, достигнув единения безмятежного пребывания и особого you прозрения, should focus your concentration on emptiness according to the two levels of reality. тебе следует сосредоточить свое Concentrez свое, Focus your concentration сфокусировать свое on сосредоточение на пустотности в соответствии с двумя уровнями according to реальности. the two levels of reality. В соответствии с двумя уровнями реальности. First, ultimately, Сперва на окончательном уровне. emptiness is like space, Пустотность подобна пространству. in that it's the all-extensive and everywhere, utterly free of all obstructions arising from ignorance. В том смысле, что она все обширна и полностью свободна от всех препятствий, возникающих из неведения. complètement libre de toute obstruction Yeah. From ignorance. Yeah. issue de l'ignorance. So that means you're focusing single-pointedly on emptiness in your meditation. Это означает, что вы однонаправленно сосредотачиваетесь на пустотности в своей медитации. Et en un point sur la vacuité. Familiarizing your mind with emptiness. Приучайте свой ум к пустотности. Not just spacing out, Не просто впадайте в not just doing прострацию, some trip. не просто впадаете Every time you sit down, в какое-то странное You're going состояние. Каждый раз, когда вы ever more садитесь, deeply. вы все глубже и глубже погружаетесь. removing at each stage all these, and all laid out in the literature now. You can keep removing more and more obstacles, more and more obstacles, more and more obstacles, more and more obstacles. You go through all these stages of development internally. На каждой стадии удаляя все больше и больше препятствий, все больше и больше препятствий, все больше и больше препятствий. Это все подробно описано в соответствующей литературе. Это все внутренний процесс. It meaning concept and emptiness. Yeah, this realization of emptiness opposes the mistaken view Это постижение пустотности противодействует ошибочному воззрению that anything can exist in and of itself, о том, что что-либо может существовать само по себе, inherently, неотъемлемо, yeah, independent of causes and conditions. независимо от причин и условий. Second, Второе. see that's what you're doing in your meditation, the bodhisattva. Этим вы занимаетесь в медитации, как And then you're бодхисаттва. applying emptiness when you wake up and you're bopping around the world with all the sentient beings whom you're trying to be a bodhisattva to, also applying emptiness in the conventional sense. А затем вы применяете, вы выходите из медитации, и во своем взаимодействии с различными существами, для которых вы стараетесь выступать как бодхисаттва, вы также применяете пустотность на условном уровне. Interagir avec toutes ces personnes pour qui vous voulez être un bodhisattva et en amenant dans tout ce que vous faites cette compréhension de la vacuité. So second, conventionally, you learn to see that phenomena are like illusions. Итак, второе. На условном уровне вы учитесь видеть, что явления подобны иллюзиям. Comme des illusions, Like illusions. Подобны иллюзии. In that although they do not exist truly or inherently, В том, что они, хотя они и не существуют истинно или неотъемлемо, independently of the minds that believe in them, that's merely labeled, независимо от умов, которые в них верят, croient, ведь они лишь обозначены, vraiment imputés. nevertheless they do function. тем не менее, они функционируют. This is how we put the two truths perfectly together. Так мы идеальным образом и объединяем две истины. Mettez parfaitement ensemble. We're realizing there's not one atom of anything inherent in that cup, that dog, that praise, that love, that hate, that whatever it might be you're experiencing in daily life. Мы постигаем, что нет ни атома неотъемлемого существования в этой чашке, собаке, любви, похвале, что бы вы там ни переживали на повседневном уровне. И в этом я, But conventionally, но условно Conventionnellement, it functions as a cup. объект функционирует как It чашка, functions as a punch in the nose. функционирует как удар в нос. fonctionne en coup de poing dans le nez. You know, this is how you function in day-to-day life, applying emptiness in this way. Так вы и функционируете на повседневном уровне, применяя пустотность в таком вот ключе. Having familiarized yourself with these two levels of reality in turn, in meditation, daily life, Ознакомив себя с этими двумя видами медитации Deux niveaux по очереди, à la fois et en méditation et dans la vie quotidienne. and this implying the bodhisattva, Donc là, ça implique двумя видами you know, постижения по bopping очереди, around в in этой their life, медитации повседневной жизни. practicing generosity, practicing patience, practicing enthusiasm, practicing morality. А это означает, что бодхисаттва по очереди движется по жизни, практикуя щедрость, нравственность, терпение,
Thus, so after doing all this, thus uniting the skillful means of loving kindness, bodhicitta, and the six perfections. И таким образом объединяем искусственные средства, любящую доброту, бодхичитту и пустотность, At the conventional level, на условном уровне, uniting that объединяя вот with the это wisdom that understands emptiness at the ultimate level, с мудростью, что постигает пустотность на окончательном уровне, you will perfect the activities of the bodhisattva вы доведете до совершенства активности бодхисаттв, and thus attain the full enlightenment of Buddhahood. И таким образом достигнете полностью просветленного состояния Будды, An accomplishment that is highly praised. достижение, которое высоко восхваляется. Okay, we might as well read the rest. Ну, We might as well можно read the rest. и все оставшееся теперь дочитать. Fully comprehending how important and necessary it is Полностью постигая, насколько это важно и необходимо, to follow a path that unites the two levels of reality, насколько важно и необходимо следовать путем, который объединяет два уровня реальности, and not being satisfied with paths that lead in directions other than this. не довольствуясь путями, которые ведут в иных направлениях, You should exert great effort, следует прилагать огромные усилия, enthusiasm, энтузиазм, perseverance, упорство, the opposite of laziness, противоположность лени, to follow such a path, чтобы следовать подобным thus путем. emulating those Таким образом, подражая тем, who've been fortunate enough to attain Buddhahood already. кому достаточно повезло уже достичь состояния Будды. I, a yogi, have had the experience of doing exactly that. Я, йогин, получил опыт осуществления именно этого. If you also seek liberation, please cultivate yourself in the same way. Если также стремишься к освобождению, пожалуйста, развивайся в таком ключе. So now the Mahayana consists of the two paths of Paramitayana and Tantrayana. Махаяна состоит из двух путей — Парамитаяна и Тантраяна. So now we can talk about Tantra. Так что теперь можно поговорить о So тантре. we've talked enough about emptiness. Мы достаточно We've talked enough about emptiness. Мы достаточно говорили о пустотности. So yana means vehicle. Яна, значит, So колесница. paramita is perfection. Парамита — это совершенство. So the perfection vehicle Так что колесница is совершенства everything we've talked up to now. — это все, что мы обсуждали до настоящего момента. The Mahayana Sutra teachings. Махаянские сутрические учения. Yeah, right. And then the other one is the Tantrayana, А другой уровень — это Тантраяна, postgraduate. аспирантура. Yeah. Success in your practice of Paramitayana Успех в практике Парамитаяна qualifies you to practice Tantrayana. делает тебя квалифицированным на практику Тантраяны. Success in your practice of Tantrayana Успех в практике Тантраяны is the result of having mastered the Paramitayana. — плод того, что ты овладел Парамитаяной, освоил Парамитаяну. Renunciation, bodhicitta, and the correct view of emptiness, Отречение, бодхичитта и правильное воззрение о пустотности the three principal aspects of Lord Buddha's teachings, — три основы учений Господа Будды. are stages shared by both Mahayana vehicles. Это стадии общие для обеих колесниц Махаяны. So the three principal aspects of the path is another way of presenting the Lamrim, Три основы пути — это еще один способ, другой способ описания ламри. another kind of packaging. Другая как бы упаковка. Yeah, so Другой instead способ of его junior school, упаковать. high school, university, Вместо того, чтобы все разделять на младшую школу, старшую школу it или mentions университет, renunciation, это учение говорит об отречении, which is junior school and high school, которое охватывает младшую и старшую школы, and then bodhicitta and emptiness, и бодхичитте, и пустотности, which are taught in the context of the six perfections. которые преподаны в контексте шести совершенств. The Mahayana path, Точнее, простите, пути Махаяны, the Mahayana component, махаянской компоненты. because the renunciation component is shared by the Hinayanas as well. Потому что Same. отречение как компонент также присутствует и в хинаяне. The Hinayana является общим practitioner с Хинаяной. graduates as high school, basically. Как практикующий хинаны как бы завершает свой путь, выпускается на уровне старшей школы. It's like that.
So, качестве образования в having старшей studied школе. these three in the course of perfecting the activities of the bodhisattva, as outlined above, Изучив эти три основы в контексте пути бодхисаттвы, как они были, активности in the бодхисаттвы, course как of perfecting the activities of the bodhisattva, в контексте совершенствования активности бодхисаттв, как они были описаны выше, Fonctionnement des activités d'un bodhisattva, as outlined above, comme on l'a dit au-dessus, ci-dessus, you should develop even more insight into them тебе следует развить еще большее прозрение et относительно них. vision intérieure de ces aspects. some mixed metaphors here. Здесь используются такие That's not Lama смешанные, Tsongkhapa, that's me. смешанная метафора. Это сейчас не Лама Цангкапа сказала я. Yeah, you'll hear it. You have to board the vehicle of Tantrayana Сесть в колесницу and Тантраяны sail across the great ocean. So they should really say the boat of Tantrayana, never mind. и You've got to переплыть, sail across the great ocean of the four classes of Tantra in a vehicle. переплыть, It's okay. переплыть, Mixed metaphors. переплыть Великий океан 4 классов тантры. То есть получается, что нужно в колеснице плыть по океану, но это не страшно, просто смешались метафоры. The great ocean of the four classes of Tantra. Переплыть Великий океан 4 классов тантры. This you should do by depending upon a skillful navigator. Это следует делать, опираясь на искусного лоцмана, Et en vous en remettant à un navigateur et A fully qualified tantric master полностью квалифицированного тантрического наставника, as your guide. как In проводника. short, Вкратце, you should take the essence of this precious human rebirth следует извлечь сущность этого драгоценного человеческого перерождения, by totally relying upon the complete oral tradition полностью полагаясь на полную устную традицию orale complète of the explanations of a tantric master. объяснений тантрического наставника. From the beginning of the path, guru devotion, С самого начала пути, преданность гуру, la dévotion au maître up to your attainment of Buddhahood, через преданность гуру и до достижения the level of того no more состояния гуру, learning. уровня боли, не учения боли. c'est ce niveau-là. I, a yogi, have had the experience of doing exactly that. Et moi, le Я, yogi, йогин, получил опыт осуществления именно этого. If you seek liberation, please cultivate yourself in the same way. Если стремишься к освобождению, прошу, развивайся именно так. И, By наконец, virtue of my easy-to-understand explanation of the complete path pleasing to the Buddhas, силой моих легких для понимания объяснений по пути, радующему Будд, ce chemin complet des Buddhas, which I've written to habituate my own thinking with the teachings, который я написал, чтобы приучить к учениям свое собственное мышление, habituer ma propre pensée à ces enseignements, as well as for the benefit of those who are fortunate enough to meet a true guru and practice the pure Dharma. а также ради блага тех, кому в достаточной степени повезло встретиться с подлинным гуру rencontrer и un практиковать дхарму, qualifié et квалифицированный гуру. le dharma précieux. I получить pray that точное all учение sentient Дхармы. beings Молю о том, чтобы все живые may существа never be separated from this pure path, никогда не расставались с этим чистым путем, Chemin pur which combines the three principal aspects of Lord Buddha's teachings. что объединяет три основы учений Господа Будды. I, a yogi, have had the experience of doing exactly that. Я йогин и получил опыт осуществления именно If you этого. also seek liberation, please cultivate yourself in the same way. Если также стремишься к освобождению, прошу, развивайся именно так. S'il vous plaît, cultivez-vous vous-même de la même manière. So this was written at Ganden Nampa Gyalpa Monastery on Riwoshe Mountain in Tibet. Написано в монастыре Ганден, Écrit Ah, monastère et de Ganden. Riwoshe Mountain. монастыре Some Гандена place where на Tsongkhapa горе did many Рибаче, retreats. место, где Цанкапа выполнял много Yeah. By ретритов. the Buddhist monk Losang Dragpa, Буддийским монахом Лапсанга Драгпой, Tsongkhapa, Цанкапой, a meditator who has heard many teachings. практикующим, который слышал много учений. Et qui a entendu beaucoup d'enseignements. Okay. Before we talk about Tantra, any questions? Прежде чем мы заговорим о тантре, есть ли какие-либо вопросы? It's 5. Oh, we've got an hour yet. No, we've got half an hour left. У нас полчаса осталось. Okay, any questions? Какие-либо вопросы? Okay. Да. Okay. There was one question. Oh, yeah. Mm-hmm.
Qu'en est-il de l'attachement aux enfants, à leur bonheur et de l'affliction, je pense la tristesse de les voir pas heureux? And what about the attachment А что насчет Yes. привязанности, которую мы Yes, yes, ощущаем of course. к счастью, к детям, к счастью детей, Yes, see that they are not happy? и absolutely. What about it? отторжению к тому, чтобы видеть их несчастными? Да? И что тут сделаешь? So whether it's Это- attachment to, your lovely new handbag or attachment to your baby, it's the same job we have to do. Но будь то привязанность к вашему ребенку или к вашей красивой новой сумочке, делать-то It's нужно одно obviously и much то же. harder for a child whom we have such strong karmic connection with. Только, разумеется, гораздо сложнее это сделать с ребенком, к которому мы так сильно привязаны. But the principle is the same. Но принцип здесь один и тот же. You've got to understand that. Это нужно понять. Whether it's attachment to killing or torturing or babies or sex, attachment is attachment is attachment. Будь то привязанность к убийству, младенцам или сексу, привязанность есть привязанность. It over-exaggerates the deliciousness and beauty of the object. Она преувеличивает притягательность и красоту объекта. So with a child, and our Применительно attachment is very strong, к ребенку, наша привязанность наша очень сильна. we will be blind. We won't see them properly. Мы слепы, мы не видим ребенка как нужно. We'll be possessive. И We'll control. проявляем And if we're feeling собственничество, up and down, feeling angry one day, we'll shout at them. пытаемся ребенка контролировать. Если мы переживаем взлеты и падения, и как-то And ощущаем then all гнев, attached the next day, we'll be all over them like a rash. будем на ребенка кричать, а на следующий день, ощущая более мощную привязанность, прилипнем к ребенку как банный лист. Like a rash. We say in English, all over them, you're all over me like, she's all over me like a rash. Говорим, ты ко мне прилип Sort как of банный лист. suffocating you, so attachment does. А что я задыхаюсь? Вот что делает привязанность. Disaster. What a nightmarish parent. Катастрофа. Вот не родители, а кошмар. Causes you suffering, Причиняет вам causes страдания, your kids suffering, ребенку причиняет страдания. can't help them. Вы ему не способны помочь. So, first level is at least to subdue the up and down delusions, Первый уровень — хотя бы усмирить взлеты и at падения least в to subdue омрачении. the up and down aspect of the delusions, be a bit more stable, Покоить, по крайней мере, ту часть умрачения, которая переживает взлеты и падения, добиться некой устойчивости. and at least give reasonable messages to the child every day, what's coming from you is consistent and, disciplined. И, по крайней мере, говорить ребенку какие-то связанные вещи каждый день, так, чтобы то, что вы до него доносите, было единообразным и здравым, Means you дисциплинированным. really want to benefit them, Означало бы, что вы действительно ребенку хотите принести пользу. which means there has to be wisdom, Стало быть, вы должны желать принести пользу, и должна присутствовать мудрость, которая like you're a projection of them. видит ребенка, а не ваши проекции на него или на нее. So all the time doing this, И, соответственно, все постоянно этим занимаюсь. remembering karma, Помня о you карму, did not make this baby. помню, что вы не сотворили этого ребенка. You don't own this child. Вы не являетесь его They're not an владельцем, extension of you. или она не является They вашим came to продолжением. your womb and your egg and sperm because of karmic connection. Они заявились в вашу утробу, вашу сперму и яйцеклетку в силу кармической связи. So you have a karmic debt towards them. То, что у вас есть по отношению к ним кармический долг. Then that lessens the attachment. Эти мысли ослабляют привязанность. And then, of course, all you want them to do is be happy И, разумеется, вы им желаете. Чего ребенок желает? Чего вы желаете? because you have wisdom. Чтобы ребенок был счастлив. Но поскольку вам You see достаточно their мудрости, delusions. вы видите его или ее омрачение. Psychopaths have mothers. У психопатов тоже есть матери. Unhappy, deluded people, pedophiles, and harmful people have mothers. У несчастных, помраченных людей, у педофилов, людей, тех, кто вредят другим, также есть матери. Can you imagine the tragedy for the poor mother and Можете the father? What's such suffering? Можете себе представить, какая это трагедия для бедных матери и отца, какие страдания переживают они? So it's going to break your heart when you see your child become an alcoholic or make a mess of their life or do something wrong. Так что у вас сердце будет разбиваться, когда вы увидите, что ваш ребенок стал алкоголиком или устроил в своей жизни бардак. But because you spent your life trying to be less attached, Но поскольку вы посвящаете свою жизнь попыткам быть в меньшей степени And more привязанными и более мудрыми,
and know that this is their karma due to their delusions, И знать чтобы знать, что это их карма, вызванная it'll их break your помрачением, heart, сердце у вас будет разбиваться, but you're not responsible. но Which is, ответственность of вы за course, них so не much несете. guilt by parents. А ведь именно это чувство ответственности вызывает такое сильное чувство вины у родителей. Any more? Что-нибудь еще? Okay. Нет, more других вопросов нет. S'il y a d'autres questions. Okay. Хорошо. So what's Tantra? Okay. Итак, что же такое тантра? Et qu'est-ce que le tantra? Well, like the rest of Buddhism, it's psychology. Как и со всеми остальными If it's not, you're in big trouble. Okay. вещами в буддизме, это психология. Если бы это была не психология, As I said before, были in the бы same thing, hymns у of вас большие experience. проблемы. Как я говорил, как это упоминается в гимнах переживаний, I quoted before. как я уже упомянул ранее, Lama Tsongkhapa says Лама Цангкапа говорит in the earlier verse, в одной из идущих ранее строф, Vers, in an earlier verse, yeah. dans le PR précédent. It's not moving. Doesn't want to move. Ça marche plus. There we go. I said before, you know. ранее упоминала. Where is it? Yeah, there'll be 4 great benefits from studying the Lamrim as taught in Atisha's lamp for the path. Изучение ламрима принесет 4 великих вида пользы, как они описаны в Светоче на пути к First, жизни. you will understand that there are no contradictions in all the teachings. Во-первых, поймете, что нет никаких противоречий во всех учениях. And second, Во-вторых, you'll be made aware that all the scriptural texts are to be taken as sound advice. Во-вторых, осознаете, что все тексты Писания должны восприниматься как здравый совет, Sont à prendre comme des conseils avisés. As there's no contradiction between scripture and practice. поскольку нет противоречия между Писанием и Les практикой. Écritures et la pratique. So the second point is the one I'm saying. Et Так вот, là, второй c'est le пункт — это то, о чем я What здесь this means говорю. is this. dont je parlais. Что это I означает? always use this example. If you have a cookbook, Всегда привожу такой пример. Если у вас есть кулинарная книга, Cuisine. if it's a valid cookbook, если эта книга what you're saying достоверна, is Ce que vous dites alors, подразумевается, all the recipes in this cake are to be taken as sound advice. They're advice. They're not just praising cakes. They're how to do. They're techniques. что все эти рецепты пирогов в этой книге предназначены для применения на практике. Это не просто восхваление пирогов. Эти рецепты должны использоваться. And if they are valid практике. recipes, И если это рецепты there достоверны, cannot be any contradiction between the recipe and the result, the cake. не может быть никакого противоречия между рецептом и следствием пирогом. la recette et le résultat, le gâteau. That's how we should think of the teachings. Так вот нам следует воспринимать учения. Pensez quant aux enseignements. If these teachings are valid, А если эти учения they достоверны, had better be that. Eh bien, il faut они должны быть такими. That level of clarity and precision is what we need to keep remembering to apply. А нам нужно помнить о том, чтобы применять этот вот уровень ясности и точности. continuellement nous nous souvenions d'appliquer. So, of course, in the beginning, we can't see the logic of 99% of it. It sounds like madness. Разумеется, поначалу мы не способны увидеть логику 99% того, о чем идет речь. Нам кажется, все это That's why все we've got to have кажется some безумием. confidence Потому-то нам нужна некая уверенность Confiance that somehow it's valid. в том, что эти вещи каким-то образом достоверны. If you're going to go and spend $100,000 or whatever you have to spend in universities, or certainly in America, to go study to become a lawyer, you'd better have confidence that what you're going to spend your money on is valid. Otherwise, you've wasted your life. Если вы тратите сотни тысяч долларов для того, чтобы получить юридическое образование, а столько это в целом стоит в Соединенных Штатах, вы должны быть уверены в том, что изучаемое вами достоверно. В противном случае вы просто впустую потратили свою жизнь. que vous allez étudier est un endroit valide pour étudier cela. And it seems to me, because you can't check up on the teachings because you don't know the teachings yet, you've got to rely on the teacher. What else can you rely on? И, как мне представляется, поскольку вы пока не способны проверить учение, ведь учение вы не знаете, вам остается полагаться на учителя. На что еще можно положиться? Lui, vous pouvez le vérifier. How can you have confidence in music Как можно иметь уверенность относительно музыки, if you can't have a person who's going to play it for you and be the example for you? You have to have that. если нет человека, который мог бы вам ее сыграть и послужить примером этой самой музыки? Такой человек So it's not должен necessarily наличествовать. easy to check. Да, это, безусловно, не просто проверить. Facile à vérifier. And it's not like, oh, well, who am I going to believe? Not like that. И в то же время не следует говорить, ой, кому довериться?
Got to Нет. use our common sense. Мы должны использовать здравый смысл. And that's not easy. Но это непросто. So, if you hear any practice in Buddhism, including all the way to Tantra, and all in Tantra, Если вы слышите о какой-либо практике в буддизме, вплоть до тантры, включая тантру, that doesn't help your mind, практики, которая не помогает вашему уму, that's a load of rubbish. то это барахло. Chuck it out and hand it right back to Buddha. Выбрасывайте ее или верните взад Будде. So this way it gets us to all this, how do we put together all these, what we call rituals? Where does all this fit? How does this psychological? It seems utterly confusing to us. Это нас подводит к вопросу о том, что же это за история с ритуалами, куда они вписываются, в каком смысле ритуалы являются психологией. Это нас сильно сбивает с толку. Скажем, подношение чашек с водой, подношение мандалы, простирание, all these things. все вот эти вещи. Ritual. Мы думаем, ритуал. Well, what's a ritual? Что такое ритуал? Let's say a Tibetan. Let's say John's Tibetan. Предположим, что Джон He тибетец. hasn't met Westerners before. Он прежде не встречался с выходцами And I Запада. come walking up to him, beaming with a big smile. Я подхожу к нему с огромной улыбкой Then I stick my hand out, и вытягиваю руку. and he goes, И он "He's never heard of shaking hands. смотрит на него. Он никогда не слышал о рукопожатии. He's no idea what I mean." Понятия не имеет, что я имею в виду. That's a ritual. Это ритуал. But guess what? Because of Знаете что? emptiness, В силу merely пустотности, labelled, того, что он лишь обозначен, it's just a hand sticking out. это просто высунутая рука. In itself, Сама по no себе meaning. никакого смысла она не представляет. This is proving emptiness. Это доказывает пустотность. Guess what? We give it meaning. Знаете что? Мы We наделяем know этот ритуал смыслом. Мы it's a знаем, friendly greeting. что это дружественное приветствие. Then I'll sort of grab his hand and make him shake my hand, Тогда я хватаю его руку, заставляю его пожать мою, and he won't know what to do. и он не знает, что делать. He doesn't know he's supposed to grasp my hand strongly and go like this, Он не знает, что нужно крепко вцепиться в мою руку и трясти ее. And he'd be all kind of like this. И у него такая вялая, And I'll think, what расслабленная a рука. pathetic handshake. Я думаю, какое жалкое рукопожатие. Excuse me. Everything is ritual. Что, простите, все ритуал. Walking. Ходьба. Putting my leg this way. То, что я ноги Putting так clothing укладываю. on. Putting my Одежду на little себя things on my надеваю. breasties to keep them up instead of flop. То, что я как маленькие штучки прикрепила к грудям, чтобы они были Putting my ear приподняты, this way. а не обвисшими. But То, что everything я... is ritual. Everything is culture. Everything is karma. That's what ritual means. We've created all of it over eons. Или то, что я сережки в уши вставляю. Все это ритуалы, все это карма. Ритуалы, которые мы создавали на протяжении бесчисленных эонов. So what your body and speech does, То, что делает ваше тело и речь, obviously, this is what morality is, очевидным образом, это и есть нравственность, in itself is nothing. сами по себе nothing ничего in не the mind. представляют. Если бы The ничего hand не doing было. this is Yes. no meaning, nothing. Если бы в уме ничего не было, то, But if что рука my там mind is трясет feeling, какую-то hello, другую John, I'm руку, happy to meet you. то, что рука трясет другую руку, в этом никакого смысла бы не было. Но если в моей присутствии мысль «Здравствуй, Джон, я рада тебя видеть», Then it's virtue. тогда это добродетель. So whatever your body and speech do Так что то, что делают ваше тело и речь, has to be an expression of virtue. должно быть выражением That's добродетели. practice. Это практика. So water bowls, Так что чашки с водой, it's a Tibetan Indian tradition. тибетско-индийская традиция, It's from Tantra. происходящая из тантры. It's the 8 sense offerings. Подношение 8 чувственных подношений. So it's based on an Indian tradition as if you had a guest. Они основывается подношение чашек воды на индийской традиции, где к And вам the first of the приходил 8 represents гость. offering nectar to your guest when they arrive to drink. И первое подношение представляет, первая из чашек с водой представляет подношение нектара гостю, того, что он мог бы выпить. And then being Indian, they wore their sandals in the dust because they didn't have cement in those days. И поскольку индийцы в те времена носили сандали и ходили по пыли, асфальта не And you'd было, invite them in, вы, пригласив гостя, and you'd sit them down,
усаживали его and you'd wash their feet. и омывали ему So ноги. water for washing. Так что Second вода. one. Второе — это вода для омовения. Third, you probably put a garland around their neck. Третье, Flowers. вы, вероятнее всего, повесите гостю на грудь гирлянду цветов. Fourth, you'd have all the incense, blessing the place with incense, making it nice. Четвертое, вы зажжете благовоние, чтобы благословить пространство, сделать его приятным, Pleasing your guests. чтобы Pleasing your guests. порадовать своих гостей. By now it must be getting dark. Теперь становится немного темно, And you put the lights on so they can see. солнце начинает садиться, и потому вы зажигаете Now it's лампады, kind чтобы Evening гость is вас coming, видел. I think. I'm just me making up things now. Вечер наступает, и я уже выдумываю, как бы, And now it's getting sexy. такое сексуальное настроение You offer perfume. возникает. И вы духами Now брызгаете. you offer divine food, a dinner. Теперь вы предлагаете божественные яства, ужин, And now you bring out the dancing girls. и выводите танцующих девчушек, And you offer music. и подносите музыку. The 8 sense offerings. 8 чувственных подношений. Isn't that lovely? Разве не мило? So our teacher gets to Tibet. Вот Атиша пришел в Teacher Тибет. gets to Tibet. Атиша пришел в Тибет, And all these wild, wacko, amazing tantric yogis flying around, doing their sensory trips. где всякие безумные тантрические йогины летают вокруг, предаются всяким чувственным увеселениям. So he decides that in order to, because what you'd do is you'd put these offerings on your altar. Что делается? Эти подношения размещаются на алтаре. And of course you want beautiful offerings. И, разумеется, подношения должны быть прекрасными. You'd get attached to your offerings. Если подношение прекрасно, вы привяжетесь к своим подношениям. So a teacher said the water in Tibet was so pure. Атиша сказал, что вода в Тибете была настолько чистой, He developed the tradition of offering water in the bowls to represent these offerings, which when you did it, you would visualize instead of seeing, would prevent you having attachment. что Атиша установил традицию подношения воды в чашах, воды, которая представляет эти 8 подношений. Вы, чтобы не привязываться к самим этим подношениям, визуализируете их, So держа here, воду you're в 8 offering to the чашечках. Buddha. Подносите вы эту воду Будде. Why would you do that? Buddha's cool. He doesn't need an offering. Зачем? У Будды так все в порядке, ему подношения не нужны. We need to make offerings, though. Нам нужно совершать We need to practice generosity. Нам нужно совершать подношения. Нам We нужно need to практиковать create щедрость. bucket loads of powerful merit in our mind and purify. Нам нужно в своем уме создать огромное количество мощной заслуги и очищаться. So one of the first practices we should do in the day, Одна из первых when we wake практик, которые мы должны днем делать, когда мы просыпаемся. I'm not trying to show off, I'm just telling you something. Я не пытаюсь здесь показушничать, просто рассказываю. I don't have many possessions. I just have one small bag. I travel around because it's easy to fly on airplanes with one small bag, right? У меня мало имущества, нет всего одна небольшая сумка, потому что с небольшой сумкой легче передвигаться на самолетах, I перемещаться have на my own самолете. coffee pot. У меня есть I собственный live in Italian, stovetop. собственный This is кофепот, my priorities. итальянский But I have these небольшой. Вы beautiful видите, какие у меня silver bowls, solid приоритеты. silver you get in Kathmandu, И замечательные серебряные чашки из Катманду. Серебряные чашечки So для it's подношения из one of Катманду. your commitments when you take refuge. Когда принимаешь прибежище, одно из обязательств, которые ты To make получаешь, offerings to the Guru. состоит в том, чтобы совершать подношения So, Гуру Будде. when I arrive in a room like here, И вот когда я прихожу в какое-то помещение, take как out my здесь, little bag with my offerings in it, my water bowls, заселяюсь в какую-то комнату, как здесь, я достаю из сумки свои And my чашечки с водой, свою and some ступу, words, some Dharma words, какие-то тексты Дхармы, несколько слов от which are Дхармы. the 3 components of an altar, Это 3 компонента алтаря. representations of the body, speech, and mind of the Buddha. Отображение тела, речи и ума Будды. I put them up on the table, Вот, собственно, эти отображения расставлены на стол, and then I make размещаю на my столе water bowl offerings. и делаю подношение с воды. Yeah. But the first thing in the morning is the time to do them. Но нужно выполнять эти подношения первым делом утром. It's the first thing you do Первое, что вы делаете, to your Guru. It's such a wonderful offer. It's such a wonderful practice. преподнося их своему гуру. Это замечательная практика. So on the face of it, it's a bunch of water bowls, a bunch of bowls with water in it. Like a handshake, on the face of it, meaningless.
На первый взгляд, это просто ряд чашечек с водой. И точно так же, как с рукопожатием, кажется это чем-то бессмысленным. Если просто смотришь и не знаешь, что это, кажется, что это что-то бессмысленное. Look at the meaning in the mind. Но посмотрите на смысл для ума. Unbelievable. Он That's called невероятен. psychology. Это называется психологией. Creating the virtue of offering. Создаете Creating the добродетель. virtue of offering. Вы создаете добродетель, подношение. To your guru, as if you were right there. Подношение гуру, как если бы он там с вами присутствовал. Yes, it's a ritual, Сущность ритуала. but look at the meaning. Да, это ритуал, но посмотрите на сущность, prostration. на смысл. Look at a Простирание. prostration. Приглядитесь к простиранию. Look at a prostration. Regardez ce que c'est qu'une prosternation. You're putting your whole body on the ground, your face in the dirt. Вы все свое тело помещаете на землю, лицом упираетесь в пыль. Corps là sur le sol, le visage dans la poussière. The very first practice Lama Yeshe told me to do. Это была самая первая практика, которую мне получил выполнять Лама Йеши. And then Lama Zopa told me to do morning and night the rest of my life. А затем Лама Сопа мне сказал выполнять эту практику по утрам и вечерам всю оставшуюся жизнь. In itself, Сама по себе, like a weird yoga thing, you know? In itself, nothing. сами по себе простирание похоже на странное йогическое упражнение. Ничего я себе не But you представляю. give it meaning. Но вы наделяете их And the смыслом. meaning is you visualize the Buddha, А смысл your в том, guru, что вы визуализируете Будду, своего гуру, Sens est que vous visualisez. and then we do the particular practice of reciting the 35 Buddha's names, а затем выполняете конкретную практику повторения имен 35 Будд and you imagine prostrating to the Buddha as your guru. и представляете, что простираетесь перед Буддой как своим гуру. En tant que votre guru. It's like a very dramatic handshake. Это как бы такое очень драматичное рукопожатие. Une poignée de main très dramatique. Huge for the mind. Она оказывает огромное Ritual, воздействие на ум. Да, ритуал, безусловно. But the mind is the point. Но смысл в уме главным является So здесь there's no ум. practice that isn't like that. И нет ни одной практики, которая бы такой не являлась. If there is, believe me, don't do it. А если такая практика есть, поверьте мне, делать ее не следует. Выполнять ее не нужно. No one's going to force you to do it. И никто вас не заставит этими вещами Emptiness заниматься. means you buy into the meaning. Пустотность означает, что вы подписываетесь под смыслом. Merely labeled means you buy into the meaning. Лишь обозначенное означает, что вы подписываетесь под смыслом. Simplement buter, oui, mais No one's forcing you to believe it's a cup. Никто вас не принуждает верить, что это чашка. No one's forcing you to believe a prostration will help your mind get less pride and develop virtue. Никто не заставляет вас верить в то, что простирание позволит вам ослабить гордыню и развить большую добродетель. orgueilleux et vous aidera à développer de la vertu. But if you think it through, Но если вы продумаете этот процесс, Vous pensez et à tout ça, you decide it's cool, тщательно поразмыслите над этим, You и buy решите, into the что meaning. это все вещи замечательные, то вы подписываетесь под смыслом. that's how you get enlightened. И так вот вы и доходите So до the Tibetans have просветления. masses of these, all from Vajrayana. У тибетцев множество таких практик, и все они происходят из Ваджраяна. de choses comme cela et toutes dans le Vajrayana. So the function of all these types of practices Функция всех такого рода практик Type de pratique is, as they call it in Tibetan, to create merit and purify your mind. состоит в том, чтобы, как это описывается по-тибетски, в тибетских выражениях, What that means is создавать it's kind заслугу of и like очищать ум. priming your mind. И это подразумевает, что вы как бы готовите свой ум. comme préparer votre esprit. And because these practices are related to the Buddha, А поскольку эти практики относятся к Будде, обращены к Будде, therefore these actions are done in relation to the Buddha, the Guru. а посему эти действия совершаются по отношению к Гуру And Будде. the Guru Buddha is the most potent object of your practice. А Гуру Будда является самым мощным объектом вашей практики. Et l'objet le plus puissant pour votre pratique, de votre Now, pratique. then huge, like atomic bombs on delusions. Et Вы как будто бы атомные бомбы сбрасываете на омрачение. bombe atomique sur les pensées perturbatrices. So these other practices are sort of like, you know, I always use the example of trying to play basketball, or let's say soccer. You're in football country, aren't we? Play football. Это такие же примеры, как, скажем, с игрой в баскетбол или футбол. Ну вот Франция футбольная страна. I Вы don't know говорите who's- футбол. Prendre l'exemple du foot. I don't know who's famous in France. You've got Не any з- French idols like Не знаю, Beckham? кто-нибудь, Who? Zidane. не знаю, Zidane. кто, He's a famous hero, is he? кто знаменитый Okay, so герой say, у well, you watch французов, Zidane get the goals in. He gets the goals in. как Бекхэм, Зидан. He's a goalie. Он I mean, забивает kicks them. Okay, голы. so then you go, oh, wow, Голы, man, can you да? show me how to get balls in the net? They look so easy. I'd love to do that. И вот представьте, приходите вы Well, who else to? к
Зидану и говорите: ой, пожалуйста, научите меня забивать подать мячом в сетку. Так просто выглядит. It Наверное, looks это очень effortless, просто. doesn't it? Кажется, что вы без усилий looks это effortless, right? делаете. Et quand on le voit faire, And he says, well, I want you to go off at, well, he told me to go lose 50 years for a start, 50 years of life, but go back, then go here, learn all the techniques of football, train and study and learn to kick and get strong and do diets and go jogging. And I say, no, Zedan, you didn't. How do I get the ball in the net? And he'll repeat his answer. Но в моем случае он бы мне сказал пойти сбросить 50 лет возраста, но вообще он бы сказал нам, что нужно освоить разные футбольные техники, стать сильнее, спортивнее, подтянутее и так далее. А мы бы ему сказали, и потом уже вернуться, а мы бы ему сказали: нет, Зидан, ты не понял. Я чего спрашиваю-то? Как попасть мячом в сетку? Because we know it's not possible to hop onto the football field and get all those goals looking like effortless. You've got to train for years. You've got to prepare your body and your mind. Well, that's purification. That's these preliminary practices, they call them. The water bowls, the prostrations, the mantras, all the years of retreat and struggle and purification. That's what gets you ready to do the actual job of getting the ball in the net, which is work on your mind. Change the delusions. You got to be primed to do that, and that's the function of all those practices. Мы знаем, что невозможно просто взять, выскочить на поле и начать без усилий попадать мячом в сетку, если мы не провели предварительную подготовку, не подготовили к этому свои собственные тело и ум. И то же самое и здесь с этими предварительными практиками, со всем этим подношением чашек, простираниями, годами, проведенными в ретрите, в процессе очищения и тому подобное, что все в конечном итоге готовит наш ум к основной работе, которая состоит в изменении нашего ума, в работе над нашим умом, собственным умом. So basically, there's no time to talk about tantra. It's 10 to... I'll just mention one thing. По сути, у нас нет времени говорить о тантре, но я одну вещь упомяну. The teachings it's all a question of level, isn't it? В учении описываются разные уровни. At the first level of practice, Все построено на уровнях. И на первом back off уровне and leave the практики chocolate cake alone. мы просто оставляем шоколадный пирог в покое, Your отходим attachment's от too него. berserk. Привязанность Your attachment's too berserk. наша привязанность слишком бесконтрольна. It'll destroy you. Она нас уничтожит. So at that first level, you control your body, speech, and mind. И на этом первом уровне вы контролируете свое тело, речь и ум. And then you can even say, once you begin to work on your mind and you really understand attachment, you can maybe begin to even look at chocolate cakes without your mind going berserk, as Namayeshi puts it. И затем, Because you начав understand работать над attachment, you привязанностью, control your body and speech. начав над привязанностью, Une fois que vous avez contrôlé votre parole et votre corps et votre parole, et que vous avez travaillé sur votre esprit, вы начинаете, начав контролировать свое тело и речь, можете наконец-то начать работать над собственным умом. et être capable de ne pas générer By now, В виде you've got incredible renunciation. Видя шоколадный пирог, вы теперь можете испытывать такое Stable, сильной control. привязанности. К этому моменту вы развили невероятное No big deal отречение, now. устойчивость, контроль. Now you get a Теперь для compassion вас week. шоколадный пирог ничего особенного не представляет. И теперь вы переходите к... У вас есть невероятное Huge отречение. compassion. Теперь вы переходите к You can even состраданию. eat the cake now, but it's truly for the sake of others, and it doesn't disturb your mind. И у вас присутствует невероятное сострадание. Вы можете съесть шоколадный пирог, вы можете даже есть шоколадный пирог, и это не потревожит ваш ум. Now you get to the highest level of practice. Теперь вы дошли до высочайшего уровня практики, With бодхичитты. bodhicitta, Бодхичитты, renunciation, отречением, emptiness. пустотностью. Now you can actually consciously, intentionally engage in the object Теперь вы можете сознательно, намеренно даже вовлекаться в объект, intentionnellement vous impliquer dans la pratique in order to generate, to energize attachment. чтобы породить, чтобы придать Strictly энергию speaking, in order привязанности. to energize the bliss that is triggered by contact with an attachment object. А строго говоря, для того, чтобы вызвать блаженство, которое проистекает из контакта с объектом привязанности. la joie qui est déclenchée et, par le contact avec l'objet. Attachment object. Объектом привязанности. Pourquoi? Pourquoi? Don't need to translate. Because, as Lama Yeshe says, Tantra is highly technical. Потому что, как говорит Лама Йеши, тантра — это дело очень техничное, Tantric psychology. тантрическая On the психология. basis of this body, which is a product of desire, На основе этого тела, которое является порождением желания, the greatest yogis, величайшие йогины,
renunciation, bodhicitta, emptiness, обладающий отречением бодхичитты и постижением and пустотности, concentration, и are сосредоточением, able to on the basis of contact with, or even visualizing objects of attachment. на основе контактов с объектами привязанности или даже их визуализации, This is like a rocket boost. Eh bien, là, ça va это как бы être как ракетное ускорение. comme un propulseur Yeah, that gets the mind to an even subtler level than single-pointed concentration. Это самый контакт с объектами привязанности или их визуализация. Это ракетное ускорение, которое позволяет уму дойти до еще более тонких уровней And сосредоточения. that very subtle consciousness, the clear light mind, А это тончайшее сознание, ум ясного света, l'esprit de la lumière, in the nature of bliss, природа которого блаженство, can easily realize emptiness. с легкостью может постичь пустотность. So it's just techniques. Так что это просто Tantra's техники. techniques. Тантра — это техники technique, le tantra, ce sont To des get the mind to the subtlest level, для того, чтобы довести ум до тончайшего уровня. le plus subtil super quickly, Супер быстро. rapidement. in order to get realizations, Для того, чтобы обрести in реализацию. order to become a Buddha. Для того, чтобы стать Буддой. Another way to talk about Tantra. Иной способ описания The тантры two main ways in which Buddha manifests to benefit sentient beings. таков. Есть два главных способа, которыми Будда проявляется, чтобы приносить благо живым существам. Like I said, one is a body that looks like us. Как я сказала, один из этих способов — это тело, которое выглядит как мы. Avec un corps That's qui a notre apparence. That's represented by Shakyamuni Buddha, the monk. И его представляет Будда Шакьямуни как монах. Le Bouddha Shakyamuni sous la forme d'un moine. And look at the form. Look at what it represents. И посмотрите, что он представляет. Cette forme représente The wisdom wing, Крыло мудрости, l'aile de la sagesse, the practice of the morality of restraint, практику нравственности воздержания, moralité de s'abstenir. totally subdued body, speech, and mind. полностью смиренное тело, речь и ум. Un esprit totalement contrôlé. Then in the bodhisattva path, Затем на пути Бодхисаттвы, Tantra, в тантре, the Buddha manifests in subtle light bodies, Будда проявляется в телах из тонкого света, Corps et de lumière subtile, which of course are not visible to regular people like you and me, которые, разумеется, невидимы для обычных людей, таких как мы с вами. only visible to the Arya bodhisattvas in their meditations. Они видимы только ария бодхисаттвам в их медитации. méditation. And because it's in Tantra, it's from Tantra, А поскольку это техники из тантра, these forms of the Buddha эти формы Будды are related to energizing the mind, not subduing the mind. Et sont предназначены для того, чтобы наполнять ум энергией, а не So all the Buddhas, or усмирять его. deities as they call in Tantra, Так что все Будды или божества, как это называется they в always тантре, say they're in like 16 years old, blissful, youthful, divine. Everything's meant to energize bliss. как описывается, всегда предстают в облике 16-летнего возраста, прекрасными и так далее. И все это предназначено порождать энергию, блаженства. So you have Buddha. И вот есть Actual Buddha Будда. is not physical. Сам по себе Будда, подлинный Будда, нематериален. They call that Dharmakaya, Это называется Дхармакая, truth body, тело истины. corps de vérité. which just means the omniscient mind. И под этим просто подразумевается всеведущий ум. Buddha doesn't need bodies. Будда не нуждается в телах. So pure, unmanifest, all-pervasive, all-knowing, all-compassionate consciousness. Чистое, всепронизывающее, всеведущее, всеохватывающее сознание. Manifesté, connaissant et tout phénomène, All-compassionate, Всесострадательное, et toute compassion, all-powerful. всемогущее. toute puissante. That's Buddha. Это Будда. What good is that to us, poor old peanuts like you and me? Но нам-то какой от этого толк, Ça fait à nous, pauvres cacahuètes comme таким орешком, как мы с We вами? need Buddha to need that kind Buddha to manifest in a body. Нам нужно, чтобы ум Будды проявился в теле. Bouddha se manifeste avec un corps. So the Shakyamuni Buddha, Будда Шакьямуни. Bouddha, and then in Tantra there's Vajradhara, Есть Будда Шакьямуни, а в тантре есть Будда Ваджрадхара. Всегда рассказываю какую showing историю. off again. Опять же, показуха. je frime encore. mais Yeah, when I first heard, when I used to type, when I went to Kopan, I used to type, go in the publishing room and type all the prayers and do the Gestetner, and I always kept coming across this person called Vajradhara. Когда я приехала только в Капан, я набирала на машинке молитвы и тому подобное. Что-то редактировала. Not editing, typing. Да, просто набирала на машинке молитвы и все время And the встречала Gestetners, instead of photocopies, we had Gestetners and Ronios, you know? Et au monastère de Copan, il n'y avait même pas de photocopieuse, on faisait des So I'd all keep coming across this name called Vajradhara. и все время снова и снова сталкивалась с именем Ваджрадхара. J'arrêtais pas de tomber sur ce nom et d'un Bouddha qui s'appelait Vajradhara. Then I come across another fellow called Dorji Chung. Потом встретила имя другого парня, которого зовут Дорджа Чанг. Autre type qui s'appelait Dorji
Dorje Chang. And I really liked Dorje Chang. I don't know who he was, I liked him. Вот Дорджи Чанг мне очень нравился. Я не знал, кто это такой, но мне Then I нравился. discovered he was the same one, Потом я выяснил, что это один и тот же человек. because Vajradhara is Sanskrit. Потому что Ваджрадхара это на Dorje Chang is санскрите, Tibetan. Дорджи Чанг на тибетском. So I was kind of in love with Dorje Chang. Так что вот я влюбилась как бы в Дорджи And I said Чанга to Lama, Lama, who's Dorje Chang? и сказал Ламе Яше: «О, Лама, а кто такой Дорджи Чанг?» Qui est Dorje Chang? And Lama, in his wonderful way, И Лама в своем в замечательной манере, которая ему была присуща, He's the biggest Buddha, dear. сказал: «Это самый большой Будда, милая». Grand des Bouddhas, ma chérie. Not some fancy intellectual answer. Не какой-то пафосный интеллектуальный ответ мне дал. Réponse intellectuelle et brillante. Of course, I was so happy that I liked the biggest Buddha, wasn't I? И, конечно, я была очень рада, что мне нравится самый большой из Будд. D'être tombé amoureux So du plus the grand des Bouddhas. so basically, this Buddha non-manifest. По сути, есть Будда не проявлен. Et cette conscience non manifestée. One aspect is the human form. Один его If you аспект like. — это человеческое тело. C'est sa forme. You could Человеческая say форма, it's the так можно сказать. Nirmanakaya, emanation body. Нирманакая — тело проявления. Example. Это And пример. there's Shakyamuni for all the Paramitayana Sutra teachings. И вот есть Шакьямуни, который излагает все учения Сутраяны, Парамитаяны, Et des учения Сутры, Парамитаяны. And then you got Tantra, and the aspect the Buddha takes there is the gorgeous-looking, sexy one with cute clothing and earrings. The royal aspect of the Indian, that's Vajradhara or Dorje Chang. Есть тантра, в которой Будда проявляется в прекрасной, сексуально привлекательной форме с всевозможными индийскими окружениями в стиле индийских царских семей, царственных семей и так далее. И это Ваджрадхара, это аспект And under Ваджрадхары. him, qu'on appelle Dorje Chang. А you got the 5 Buddha families. под ним, ниже него, идут And under 5 them- семейств Будд. А All the different Buddhas in their own families. And the families refer to psychological states and tendencies. дальше идут все возможные Будды, которые принадлежат к этим 5 семействам. А под этими семействами подразумеваются психологические So all these склонности. Buddhas in the different levels, the и 4 classes of аспекты. Tantra. И все эти Будды, принадлежащие к разным семействам в 4 классах Everyone тантры, represents a different kind of state of mind. все они представляют различные состояния ума. Différent, un état d'esprit différent. Some male, Некоторые в мужских формах, некоторые в женских, some, and this is the other one, some peaceful, некоторые в мирных some формах, wrathful, некоторые в гневных, some controlling, некоторые в all контроле. different psychological energies. Всевозможные психологические энергии, The Buddhas use and manifest in to benefit sentient beings. которые Будда использует, проявляясь ради блага So the other существ. aspect is, Другой аспект здесь. for example, there's Buddha Chenrezig, Например, есть Будда Ченрези, compassion Buddha, Будда сострадания. peaceful aspect. Мирный аспект. C'est un aspect paisible. Then you have a semi-wrathful aspect of Chenrezig called Gyalwa Gyatso with a consort. Есть полугневное проявление Ченрези, которое зовется Гялва Гятсу, у которого есть Then you супруга. have Et avec une consorte, Hayagriva, Дальше идет super wrathful aspect Хаягрива, of compassion. супергневное проявление сострадания. passion. You have Tara, Есть Тара, Bon, d'un autre côté, Tara, vous avez peaceful aspect. мирный аспект. paisible. Then you have Chitamani Tara, a sort of a different aspect in higher tantra. Затем есть Читамани Тара, немножко иной аспект, проявляющийся в высшей тантре. Dans les deux tantras supérieurs, And then Hayagriva's consort, А также есть супруга Hayagriva's Хаягрива, consort, et супруга Хаягрива, la consorte d'Ayagriva, a wrathful aspect of Tara. которая является гневным аспектом Тары. l'aspect courroucé de Tara. So they're all different kind of like actors dressing up in different things to show methods to help us develop our qualities and purify our minds. То есть это как бы актеры, которые надевают разные костюмы, чтобы показать нам разные методы и помочь нам очистить свой ум. Costume. Et Наш tout ум. ça est pour nous montrer différents aspects de notre esprit. 3 minutes past 6. Can I have 5 more minutes? 6:03 уже. Можно еще 5 минут? Okay. Okay. I want to talk about how you bring bodhicitta into daily life. Я хотела рассказать о том, как бодхичитту приносить в повседневную жизнь. Dans la vie quotidienne. Yeah, 5 minutes is fine. 5 минут нам хватит. The point is this. Смысл вот в When чем. we look at karma, we talked in the beginning about the mouse. Как мы смотрим на карму, как в ситуации, которую мы рассматривали в начале, The в key примере с factor мышью, ключевым фактором, determines the character of our action, которым предопределяет природу наших body, действий, speech and mind, характер наших действий, тело, речь, is ума, not the action, является is не not even the действие intention to do it. и даже не намерение действия Is, as совершить. we would say it, Это, как мы бы the сказали, reason behind it, причина за motivation. побуждение, стоящее за совершением действия, мотивация. So,
right now, given that we're all samsaric. Посему, учитывая, что мы все сейчас в сансаре, что все мы сансарические And существа, mostly our default motivation is attachment, as painful as that sounds. и по большей части основной нашей мотивацией является привязанность, хоть и больно это слышать. But the more we see our minds, Чем больше мы видим the more свою we see мы, our minds, the more we will recognize this. тем больше мы все это узнаем, признаем. Nous reconnaîtrons cela. So the very first level of practice, Самый первый уровень практики don't follow your attachment. состоит в том, чтобы не your следовать body своей and speech. привязанности, контролировать свое тело и речь. Then in high school, you learn to look at the attachment and start to understand it. Затем на уровне старшей школы вы начинаете смотреть на свою привязанность и понимать ее. Regardez l'attachement afin de le comprendre. Now then we go to the Mahayana path. Затем мы переходим к пути Махаяны. Au chemin du Mahayana, And we're going to add this extra component of consciously, consciously changing, putting into the mix a positive motivation for doing whatever we do, eating, sleeping, going to the toilet, having sex and the rest. Мы добавляем еще один компонент — сознательное порождение благой мотивации для всего, что мы делаем, будь то употребление пищи, сон, занятия сексом, посещение туалета, что угодно. Ко всему этому мы начинаем добавлять сознательную благую мотивацию. rajouter un composant de compassion. The bottom line is we've got to. Rajouter au mix global. The bottom line is we've got to give up attachment. Bon, По сути, нам необходимо освободиться от So there's these привязанности. skillful methods in the Mahayana В Махаяне есть искусственные средства, искусственные that sort методы, of allow you to have your cake and eat it too, in a sense, but hear me properly. которые как бы помогают поймать Окей. два горошка на ложку. В каком-то смысле. le château, le Что имеется в виду? Have your house and eat it too. So default mode, when it comes to eating food, for example, И съесть пирог и сохранить no one had to train us Искусственный. to want to eat food. Вот в чем здесь искусственность. Никому не приходится нас учить есть With the пищу. instinct of attachment to eat food. Мы рождаемся с инстинктивной привязанностью к употреблению пищи, к тому, So чтобы we есть. practice to perfection the motivation called attachment. Мы до совершенства довели мотивацию. Мы упражнялись в мотивации, которая называется привязанность, и довели ее до We've got совершенства. to give it up. От нее нужно But отказаться. given that, 99% of us won't become monks and nuns, won't become renounced, won't go to the mountains Но учитывая, что and get realizations, 99% из нас не станут монахами и монахами, не отправятся в горы, не adding будут достигать another реализации. motivation into the mix Добавить иную мотивацию в нашу смесь helps hugely transform what would normally be a negative action. это добавление помогает нам невероятным образом изменить то, что в противном случае оказалось бы So действием that's why we do that неблагим. little thing about the food every day. Потому-то мы и выполняли это упражнение с пищей каждый день. It sounds very casual. Звучит это все как бы, Как будто think мы- this, think that. как будто мы делаем это все так походя, подумайте то, подумайте Given это. that nothing in its nature, nothing has an inherent nature, we can see this with a handshake. It is meaningless. Учитывая, что ничто не обладает неотъемлемой природой, и мы видим это на примере рукопожатия, само по себе оно бессмысленно, It's meaningless лишено смысла, until you give it meaning. лишено смысла, пока этот So смысл the ему не придашь. meaning for us now of eating food Так вот, смысл того, что мы сейчас вкушаем пищу, is totally self-centeredness. это I want what I want to taste. Это Until I'm стопроцентная full, then I'll stop. эгоцентризм. Хочу то, что хочу попробовать, пока In не its заполнюсь, nature, тогда it's attachment. перестану. По природе своей это привязанность. All the things we do are like that. Все вещи, которые мы делаем, таковы. Walking, talking, eating, sleeping, having sex. Ходьба, разговоры, сон, They're занятия сексом. driven by attachment. Это вещи, направляемые привязанностью. Of course, our saving grace in our daily life, Разумеется, тем, что нас в повседневной жизни we have спасает, some virtues to access. How fortunate. является то, что мы имеем доступ к неким добродетелям. Как нам повезло. We've got to bring these virtues in even into our ordinary deluded attachment-based actions. Но нам нужно эти свои добродетели привнести даже в взаимодействие с обычными объектами, в взаимодействие, которое обычно пронизано Analogies like привязанностью. Аналогия такова. You go to the mountains. I always think of this one. You go to the mountains in Nepal and you meet these people, and they all got cataracts. Вы отправляетесь в горы Непала и встречаете людей, все из которых страдают от катаракты. problème de cataracte. So you go, oh my God, these poor people. И вы говорите: о, Боже, бедные люди. Compassion, Сострадание. fantastic. Замечательно. But now we go the next level. Но теперь переходим на следующее. Great compassion. Великое сострадание. What can I do to help? Что я могу сделать, чтобы помочь? Then you answer yourself, И тогда вы себе отвечаете. and this is 99% of the time. 99% времени так и получается. Nothing. Ничего. Pourquoi? Pourquoi? I'm not a surgeon. Я не хирург. Chirurgien. So if you have the sense of responsibility of the bodhisattva, Если же вам присуще чувство ответственности, какое есть it's у kind of like Бодхисаттвы, this.
Вы как It's бы like this. размышляете I так. must become a surgeon Я должен стать хирургом, so I can help these poor people with their cataracts. чтобы помочь этим бедным людям, у которых катаракта. This is just the analogy, okay? Это просто аналогия. So what do хорошо? you do? Что же делать? You come home to Toulouse, Отправляйтесь домой в Тулузу, you go to the university, поступаете в университет Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous rentrez de you l'UNIVA, sign up for a 7-year course to become a surgeon. и поступаете на 7-летний курс обучения, чтобы стать хирургом. vous suivez ces 7 ans d'années de médecine pour être chirurgien. Now, that's your goal, isn't it? Это ваша цель, правда же? So you could say your motivation is, Так что you можно know, сказать, okay, so that's your goal. это That's ваша your goal. цель. That's Buddhahood. That's your goal. Состояние Будды. Вот в чем ваша цель. Now, what do? Что вы You go home to делаете? your house Идете домой, and you eat your breakfast. You get up in the morning. утром встаете. That doesn't look like becoming a surgeon, does it? Это That doesn't look like becoming a surgeon, does it? не похоже на It's getting up in the становление morning out хирургом. of sleep. Вы просто утром просыпаетесь ото сна, Après avoir dormi, c'est pas comme devenir chirurgien. But you say to yourself, why am I getting out of bed? но вы себя спрашиваете, а зачем я встаю с кровати? Demandez intérieurement Oh, pourquoi est-ce que je me because I have to become a surgeon to benefit those people in Nepal. Потому что должен стать хирургом, чтобы принести пользу этим людям в Непале. je dois devenir chirurgien et pour pouvoir aider ces gens. Then you think, I better have some breakfast. Делаете мысль, ну еще и позавтракать стоит. Vaudrait mieux que je petit déjeune déjà. Why are you eating breakfast? А зачем вы завтракаете? Because I'm going to be healthy, Потому что мне нужно быть здоровым, so I can go to university, чтобы ходить в so I университет, can become a surgeon, чтобы стать хирургом, so I can benefit the people in Nepal. чтобы приносить благо людям в Now, Непале. it doesn't look like it, does it? Et donc en apparence, Все не You кажется are таковым just getting out of снаружи. bed, which is in itself an attachment object, 'cause that's what we've been programmed to do, but we're changing the meaning. Я просто выбираюсь из кровати, которая является объектом привязанности, к которому мы привычны. Здесь мы изменяем смысл. et vous avez changé le sens, la signification. And then you go to the college and university and you study all your books. Там отправляемся в колледж, в университет, изучаем учебники. And then someone says, what are you sitting in this, looking at all these boring books for, Робина? Why aren't you out there helping people? Кто-то ему говорит, ну, Робин, что ты читаешь что скучные учебники? Почему ты там людям не помогаешь? Là-haut à aider les gens. But I'm not qualified yet. Ну, я пока не I have квалифицирован. to train to become a surgeon. Мне нужно упражняться, чтобы стать So why are хирургом. you reading those books, Робина? Почему же ты читаешь So I эти can become a книги? surgeon. Чтобы стать So I can хирургом. benefit the people in Nepal. Чтобы приносить пользу людям в And Непале. all the way through those 7 years. Итак, это происходит по ходу всех этих 7 лет. While you sleep, Когда вы while you спите, sleep, Quand vous dormez, so I can be healthy чтобы быть здоровым, and keep awake and go to the classes проснуться, and learn how to этим be a заняться, surgeon, узнать, как стать so I can хирургом, benefit the people in Nepal. чтобы приносить пользу Why do I людям в eat? Непале. Зачем Go я out with my ем? boyfriend, Встречаюсь с парнем своим, sex. занимаюсь сексом, go to the movies, хожу в кино. sexe avec lui, so I can be healthy and happy and relaxed, Все, чтобы быть здоровой, so I счастливой и become a расслабленной, surgeon чтобы стать хирургом, to help the people in Nepal. помочь людям в Непале. Now, of course, the quickest way to become a surgeon, Разумеется, самый быстрый способ стать хирургом, like Geshe Konchog, как у Гешела Маканчока, в случае с you go to the Гешелом, classes 24 hours a day. You go to night school, then you go to day school. No eating, no sleeping. That'd be the best. состоит в том, чтобы 24 часа в сутки учиться, ходить в дневную школу и в ночную школу. Не есть, не спать. assister aux cours. Это, конечно, был бы самый лучший вариант. You become a surgeon in a year. Вы тогда за год станете хирургом. But you got to pace yourself, don't you? Но нужно найти для себя подходящий So темп. in its nature, По природе своей, eating, sleeping, going to the toilet, употребление going to the пищи, movies, сон, reading books, посещение туалета, посещение кинофильмов, чтение книг не являются make it добродетелями. virtue Но вы делаете их добродетелями because your motivation, в силу своей мотивации. because I want to become a Buddha to benefit all sentient beings. Потому что я желаю стать Буддой, чтобы приносить благо всем живым существам. So don't get all nervous. Oh, I'm not a bodhisattva yet. Oh, I just say the words. It's useless. I'm just so lazy. I just say words. You've got to start with a thought. Так что не нужно нервничать. О, ну я пока не бодхисаттва, это все просто слова, я их просто так говорю. Нет, нужно начинать с мысли. Mais pourquoi est-ce que je récite ces mots? C'est totalement inutile. Now, Mais tout commence avec une pensée. Donc, let's say you start to forget why you're going to university. Скажем, вы начинаете забывать. Зачем вы хотите в университет? Забываете. oubliez la raison pour laquelle vous It's allez à like l'université. it's like those guys of the computer thing. You know, you forget your goal. Как у тех ребят с компьютерным стартапом. Start-up Скажем, вы забыли свою цель. qui auraient oublié que leur Then you'll become lazy, Тогда stop подаетесь лени, studying. perестаете à ce учиться, moment-là, vous devenez paresseux, vous and, arrêtez d'étudier. and then you'll take all these side roads, and you'll get lost. начинаете всякие посторонние дорожки искать и So you've теряетесь. got to remember every day why you're doing it. Так что каждый день нужно вспоминать о том, зачем вы этим занимаетесь. Pourquoi vous
That's what it means, eat with bodhicitta. Это и значит есть с бодхичиттой, Have sex with bodhicitta. заниматься сексом с Et бодхичиттой, avec bodhicitta. Sleep with bodhicitta. спать с That's what it бодхичиттой. means. Вот что Remember, здесь that's your подразумевается. motivation. Помнить о том, что это ваша мотивация. And guess what? И знаете что? Thinking that I'm eating, sleeping, and going to the toilet and studying my things to help me become a surgeon will be the cause to become a surgeon. Мысли о том, что я ем, сплю, изучаю учебники и все такое прочее, чтобы стать хирургом, станут причиной моего становления хирургом. Et que je fais tout ça pour devenir chirurgien. Et And then, of ça course, veut dire la cause que je vais effectivement devenir chirurgien. Because your goal is being surgeon, И, разумеется, поскольку цель ваша в том, чтобы driven by стать your хирургом, compassion for these sentient beings who are waiting up there for you to fix their cataracts, поскольку у вас направляется страдание к тем живым существам, которые ждут вашего возвращения, чтобы вы их избавили от катаракты, what was I going to say? Yeah, you would never do anything that would stop you. You would never choose to do anything that would cause you to put an obstacle in the way of becoming a surgeon. You'd always choose the thing that will only make you become a surgeon. вы никогда не станете совершать тех вещей, которые создадут препятствия на пути вашего становления хирургом. Все время будете совершать лишь те вещи, что ведут к становлению хирургом. You wouldn't start studying music for 2 years. Не приступите к двухлетнему изучению музыки. Every choice, everything you choose to do Все, что вы выбираете сделать, will be determined by your wish to become a surgeon будет предопределено вашим желанием стать хирургом. and must be something that will lead you to become a surgeon. И это должно быть что-то, что приведет вас к становлению хирургом. Amènera à devenir un chirurgien. So the more we cultivate every day in our prayers and our thoughts, I'm doing this, why? Because I want to become a Buddha medicine. Of course, at the beginning, it's completely just intellectual. Так что чем больше мы развиваем эти мысли, я осуществляю то-то и то-то, чтобы стать Буддой. Конечно, поначалу это все носит просто интеллектуальный характер. But you do it every day. Но вы каждый день это делаете. You Порождаете think of эти offering мысли. sentient beings like the food and all that business, you know. Думаете об отношении разных объектов живым существам, как то пища и You're всего такого programming your прочего. mind with all these new thoughts. Вы программируете свой ум всеми этими новыми мыслями. And as we get better and better at our practice, И по мере того, как мы становимся все лучше и лучше, все больше и больше преуспеваем в своей we практике, лучше и wouldn't лучше выполняем choose to свою think or практику. do or say things that would take us away from becoming a Buddha. Мы перестаем выбирать, делать или думать вещи, которые увели бы нас от становления Буддой. L'option de faire des choses qui nous éloignent et du fait de devenir Bouddha. Sorry, a bit more than 5 minutes. Получилось make чуть sense? больше, чем 5 минут. Intellectually, is it logical? Est-ce que ça a du sens Интеллектуально. Логично ли? When you understand karma Когда вы понимаете карму and emptiness, и пустотность, this makes sense. это представляет смысл. Nothing has a meaning in itself. Ничто не обладает смыслом само по себе. en soi-même? We give it the meaning, Мы придаем этим вещам смысл. and it becomes that, Et ça devient, И and it functions as that. et ça va fonctionner. вещи Then when в you соответствии understand с that, этим смыслом становятся такими, You каков don't этот beat смысл. yourself up. Oh, I'm not really a bodhisattva. I'm saying all these words, you know. И когда вы это понимаете, вы перестаете себя ругать и говорить: «О, я не бодхисаттва, я просто так произношу все эти слова». It's training. Это We're training. тренировка. We're training. We're Тренировка. training. We're training. Тренировка, тренировка, So тренировка. His Holiness says, Его Святейшество говорит: always aspire to do what is most beneficial. всегда His устремляйтесь, Holiness. всегда устремляйтесь сделать то, что предельно благотворно, I've приносит said this for наибольшую 10 years, пользу. and he always forgets. 10 лет это повторяю, он всегда сбывает. I'm sorry. Inspirez toujours Always. Прости. What is most Всегда beneficial. устремляйтесь сделать то, что приносит наибольшую пользу. And if he can, long term, better than short term. И если это возможно, долгосрочное лучше краткосрочного. à long terme plutôt que ce qui est bénéfique. And that's Buddhahood. И это состояние Будды. Okay. So what does it mean? What's the point of may I do what's most beneficial? Sounds like kind of boring, you know? Каков смысл слов «пусть сделают то, что наиболее благоприятно»? Звучит как-то скучно. One of the meanings of to pray in Buddhism is to aspire. Один из смыслов понятия молитвы в буддизме — It's a устремление. fancy word for I want. А это лишь пафосное название для слов «я хочу», Intention. намерение. First step. L'intention. So let's say, Первый you know, шаг. this is the analogy I use for myself. Скажем, есть аналогия, которая мне You know, we нравится say, применить may I к do себе. what's most beneficial. Я всегда говорю: пусть сделаю все, что Sometimes we будет have no наиболее idea. благотворно. Но What's иногда мы most совершенно beneficial? не представляем, что наиболее благотворно. L'idée de ce qui est le plus bénéfique. So for me, the analogy is it's like you're walking on your road.
Для меня аналогия такова. Вы идете по дороге, Si vous marchiez sur And your life is your road. а ваша жизнь и есть ваша дорога. It's your life. Это ваша жизнь. And whatever you meet on that road, Все, что вы встречаете на этой дороге, good things and bad things, вещи хорошие, вещи плохие, they're your karmic appearance, honey. это ваши кармические видимости. So let's say you don't know whether I should leave that relationship, leave that job, go here, become a nun, go to Dharmasala, give up this, move to Australia. But these big decisions we often have to make. We say, I have no idea what to do. How do I know what's best? Скажем, я не знаю, какие крупные решения мне нужны, как разобраться с крупными решениями. Следует мне учиться там-то, стать монахиней, или поехать в Харамсалу, или отказать того-то, или прибраться в Австралию и так далее. Вот с этими грандиозными решениями. Предположим, что я совершенно не представляю, что нужно предпринимать. Yeah. et que vous ne saviez pas comment décider. It's like you can't see where the turnoff is. Как будто не видишь, где дорога за угол поворачивает. Well, you can't Где же force будет it. поворот? Что ж, Vous pouvez pas le forcer. форсировать So what are you эти gonna вещи невозможно. Что же делать? Every day you think, Каждый день вы думаете, may I do what's most beneficial? пусть сделают то, что принесет наибольшую пользу, то, что будет наиболее May I благотворно. recognize the turnoff when it comes? И пусть распознаю поворот, когда до него дойду. And you just Нужный get out поворот, of когда до bed него дойду. Вылазите из кровати and you lead your life. и Stay in that relationship, do that job, put Живете. one foot in front of the other. пребываете в своих отношениях, ходите на свою работу, ставите одну But with this ногу constant, перед другой. genuine wish, Делайте may I один do шаг what's за most другом. beneficial? Но с этим подлинным, искренним желанием, пусть я сделаю то, что наиболее благотворно. So again, this is how karma works. Опять же, так-то карма и функционирует. This daily aspiration, Это ежедневное may устремление. I do what's most Пусть beneficial, делаю то, что наиболее благотворно. will nourish the seeds you have planted in the past Напитает семена, которые вы посеяли в прошлом, Vous avez planté dans le passé, that will manifest qui se manifeste которые as what is most beneficial. проявятся как то, что наиболее You'll благотворно. suddenly see it. There it'll be. И вы Oh, внезапно there's the turn-off. увидите то, что нужно. Увидите нужный поворот. Вы скажете, а вот и он. But if you worry every day, oh, maybe that's the turn off, or maybe then I should go. I've not know what to do. Where should I go? You can't stand still. You can't go back. You can't take any old cute turn off because it looks nice. You just keep moving with this aspiration. Но если вы все время нервничаете, о, не знаю, что же предпринять, что же нужно сделать, что от меня требуется. Что ж, стоять на месте невозможно, идти вспять нельзя, и нельзя бросаться на любой поворот, просто потому что он вам кажется милым. Но когда нужный поворот возникнет, вы его And распознаете. you will make, Вы and делаете you шаг за will шагом, do what is most beneficial. вы делаете шаг за шагом с этим устремлением. Пусть я сделаю то, что наиболее благотворно. И вы Maybe сделаете it's to то, что stay будет with that наиболее ugly благотворно. husband till the day you die. Может быть, выбор состоит в том, чтобы остаться с этим уродливым мужем, оставаться с этим уродливым мужем до самой своей смерти. au jour où vous mourrez. Maybe it's to leave your hubby and your 5 kids. А может, в том, чтобы бросить своего мужа и 5 детей. Peut-être que c'est de le quitter, de quitter vos 5 enfants. You'll make the tough choices. Mais Вы vous serez примете capable de faire les durs тяжелый выбор. Because may I do Сделайте what's тяжелый most выбор. beneficial is heading you to enlightenment. Ведь мысль To «пусть being a я surgeon. сделаю», устремление «пусть я сделаю то, что наиболее благотворно», ведет вас к просветлению, к тому, чтобы стать хирургом. vous mène dans la direction de devenir chirurgien So, ou éveillé. one step at a time, Шаг за Un шагом, pas après l'autre, never giving up. никогда не сдаваясь. ne jamais abandonner. Okay, we better finish. Пора заканчивать. Нужно закончить. You better finish. Time to Заканчиваем. go. Пора идти. C'est l'heure de partir. Me. Time to finish. Пора заканчивать. Say a prayer. Прочтем молитву. Prière. We do you do a couple of dedication prayers. Read them in French. Прочтите пару молитв посвящения. Just a couple. Всего And the пару. long life prayer for His Holiness and Lama Zoparimate. И молитвы долгой жизни Его Святейшества и Ламы So we dedicate all Сопа the virtue we've created. All these days we've been thinking as many thoughts as we've had, as many seeds we've planted, and we delight in this and we dedicate and think, may they ripen as soon as possible in my Buddhahood, so I really can become a Buddha to benefit sentient beings. Мы оставили в своем уме множество отпечатков, множество мыслей, и мы все их посвящаем тому, чтобы они созрели и привели к нашему просветлению, чтобы мы смогли принести благо живым существам. Atteindre la bouddhéité grâce à toutes ces graines que nous avons semées. Little one. Поднесем мандалу. Just short. Une courte offrande du mandala. This is just imagining offering all the universe again Краткую мандалу. Вновь представляю, что мы as, подносим всю Вселенную. as thanks for the teachings. As if the Знак Buddha were here благодарности giving the за teachings himself. We учение. thank the Buddha for the Как teachings. если бы Будда здесь сам находился. Мы благодарим Будду за учение. 38-я страница в молитвеннике Катпана. Si le Bouddha était là lui-même et pour le remercier pour ses enseignements. Okay, go. Хорошо? Sajipaki Joig Shing
prières de dédicace qui suivent, page 91. Sange Drobyurne Drowachi Kyang Malupa Jai 141 страница. Ma ke panam ke gyurchik ke panyam pa me payang gong ne gong du pelva shol. And maybe never develop, even for a moment. И пусть мы никогда ни на мгновение не зародим Wrong views towards our deeds of our most precious guru. ошибочных воззрений относительно действий наших драгоценнейших гуру. And with faith and respect, saying gained from seeing their goodness. С верой и почтением, проистекающих из видения их благости, May their full inspiration flow into our hearts. пусть полнота и вдохновение вольется в наши сердца. Okay. Long life, please, Rinpoche. Молитва о долгой жизни. Суpreme Pache, Его Святейшество. 150-я страница. So we're just thinking, these prayers are so beneficial. We're thinking, we're wishing, we're wanting, we're begging the holy beings to last as long as possible. Because one of the key causes for our continuing after this life and this life to be close to the holy beings, be close to the tenzins, the knowledge holders, and to hear the teachings, is wanting it, requesting it. Эти молитвы невероятно благотворны, потому что они создают причины для того, чтобы мы находились рядом с живыми существами длительный период времени. Ведь причиной того, что мы находимся рядом с этими держателями знаниями, состоит в том, что мы желаем того, чтобы они долго пребывали. Chenre Zingwa Tenzin Gyatso Yi Shape Site Baju Ten Gyur Chi. Losang Temple, may the full inspiration flow into my mind. And now which prayer? Lama Zobrahma Yishin, please the Holy Lamas. I know, but what about the Holy Lamas first, please? Lama and Rinpoche, long life prayers. We just sang His Holiness, didn't we? No, we said also Rinpoche. And then Lama? Oh, you haven't got the verse for Lama. One verse for Lama, please. Мы можем прочесть молитву о долгой жизни Лама Усала Ринпоче. Можно найти в интернете. Молитва о долгой жизни Лама Усала Ринпоче. Can you see? That says it like there. It says it in there. И нам нужна третья строфа. Sing it. Okay, go. French, English, doesn't matter. En français ou en anglais, page 282, and the verse that starts with Venerable whose kindness. Вот в этой строфе говорится: «Досточтимый, Тебя, чья доброта к скитальцам в отдаленных местах, особенно на Западе, превосходит доброту всех победоносных. Пометуя о Твоей любящей заботе о нас, в силу которой Ты сознательно снизошел в семью в далекой стране, мы просим: о Лама, молим, живи долго». Please, Lama, please live long. Okay. И мы читаем молитву, которую Лама Суpreme Pache досточил для досточимой Робины.
Мать победоносных трехвременных 10 направлений. Дхармакая — великое блаженство, объятое великим состраданием. Моя совершенная Арьятара в обыденной форме, служащая проводником нас, жалких существ скитальцев, предоставленных самих себе. Сколь ты добра. Пусть все твои желания немедленно исполнятся, а жизнь пребудет устойчивой до исчерпания сансары. О могущественная, ты уничтожающая всех врагов, омрачения, раскрывающая дхарму описания и реализации, распространяющая в потоках умов существ скитальцев и тем самым устраняющая все завесы, даже их отпечатки. Сколь ты добра. Пусть все твои желания немедленно исполнятся, а жизнь будет устойчива до исчерпания сансары. Силы благословения Гуру, божества и защитников Дхармы, без обманных деяний и их следствия, также истины высшей реальности. Пусть во всех своих рождениях я лишь радую и ни на миг не огорчаю Гуру, и пусть сущности моменты моих молитв будут исполнены. May I never devote him for a moment long be used to see the most precious way of faith and speak as he for inspiration. May I never develop him for a moment long be used to Okay. That's it. Done. Вот и все. Voilà. Вуаля. Bonjour. Good night. Бонжур, доброй ночи. Next year. Увидимся в следующем году. В следующем году мы договорились. Oh, this year. О, в этом году. Уже это этот год. 27 December, I think we're doing, aren't we? 27 декабря. If we live that long. Если доживем вообще до этого. Yeah. Да-да. Okay. Thank you. Спасибо. Thank you. Спасибо.